Здравствуйте, друзья! На связи Евгений Романенко. Сегодня со мной в гостях мой друг, коллега, соратник, с которым мы вот уже 15 лет просвещаемся и просвещаем друзей. Павел Усанов, директор Института Хайека. И наша встреча посвящена тому, что 17 февраля в 9-й раз стартует онлайн-курс в Институте Хайека, который называется просто «Эпохальная интеллектуальная история человечества. Как идеи и культура правят миром». И сегодня мы поговорим о важности этой темы. Паша, привет и спасибо, что позволяешь нам разбираться в происходящем. Женя, всегда рад тебя видеть. Замечательно, что мы в очередной раз беремся, как мне кажется, за одну из важнейших тем для современного мира, вообще для любого думающего человека. Рад приветствовать и тебя, и всех наших зрителей. Описание деталей курса вы найдете в описании к этому видео, а мы переходим к тому, что действительно интересует нас, интеллектуалов, пытающихся разобраться в причинах происходящих по всей планете событий. Паша, почему 9-й онлайн-курс в Институте Хайека ты решил посвятить именно этой всеобъемлющей теме истории идей, истории тех, как я называю, ментальных наркотиков, которыми человечество в разные эпохи, в разных цивилизациях задвигалось, увлекалось, и с чем они платили, как известно, соответствующую историческую цену? Жень, мы с тобой оба экономисты, и в какой-то момент времени нам стало понятно, что единственно корректная экономическая теория – это теория, созданная представителями австрийской экономической школы. И, как известно, противоположная точка зрения содержалась в трудах Маркса и его последователей. Это не только экономический взгляд, но и философский взгляд. В частности, на роль идей, которая всегда рассматривалась марксизмом как некая надстройка, как исключительно что-то вроде камуфляжа, который должен прикрывать истинные интересы, в частности, интересы ведущего класса общества с точки зрения марксизма, который эксплуатирует и подавляет пролетариат. И ознакомившись с корректной экономической теорией, я понял, что нужно не только отвергать ошибочную экономическую теорию марксизма, но и отвергать философию. И на самом деле, мне кажется, что одна из ключевых проблем постсоветского образования состоит в том, что очень многие интеллектуалы отказались от марксизма как от экономической теории, но при этом сохранили свои взгляды на политическую философию. Даже такие мыслители, как Шумпетер, кстати говоря, в середине 20 века говорили о том, что да, экономическая теория Маркса не удовлетворительна, но вот его философское видение вполне интересно. Так вот, я решил, что мы созрели, и участники нашего проекта, и те, кто захотят к нам присоединиться, к тому, чтобы радикально переосмыслить то, что давно следовало сделать, а именно интеллектуальную историю. Потому что Мизес перевернул Маркса, что называется, с головы на ноги, поставил ситуацию в корректное русло. Мизес не раз говорил о том, что настоящая история человечества – это история идей. Все политические, культурные и экономические процессы являются результатом человеческой деятельности, а человеческая деятельность направляется замыслами. А замыслы – это не что иное, как идеи. Так что если мы хотим действительно понять историю человечества, если мы хотим понять, что такое человеческая деятельность, мы должны в какой-то момент времени заполнить ту нишу, которую университеты заполняют годами таких курсов, как история, философия, культурология, антропология, социология. И ведь, думаю, ты мог заметить, что огромное количество интеллектуалов, в частности на Западе, левых интеллектуалов, это не экономисты. Это как раз специалисты по истории идей. И получается, что мы как бы отдали эту вотчину тем, кто разрушает свободу, разрушает экономику. Прежде всего, пытаясь обосновать экономико-теоретические взгляды, мы упустили, что очень важная битва идет вот в этой сфере, в сфере идей. Нужно опровергать различные философские доктрины, чем, например, активно занималась Айн Рэнд, но все-таки до сегодняшнего дня это не делалось настолько систематически, насколько мне бы хотелось. Я давно мечтал прочитать курс по истории философии. И в этом смысле курс «Интеллектуальная история человечества» – это, с одной стороны, попытка реализовать этот замысел, а с другой стороны, я в какой-то момент понял, что даже этот курс будет недостаточно широким. Если мы действительно хотим понять человеческую деятельность, историю человечества, мы должны помещать историю философии в более широкий контекст, говоря о культуре, говоря о политических, экономических взглядах, о мировоззрениях. Так что все эти вопросы, конечно же, меня интересовали как интеллектуала. И настало время, как мне кажется, нырнуть вглубь и стать своего рода кротом истории, который пытается понять, где же находятся вот эти фундаментальные, выражаясь
языком Юнга архетипы, которые отвечают за текущие проблемы. То есть они находятся глубже, чем обычно принято считать. Поэтому нужно со всеми этими вещами разобраться, вскрыть эти заблуждения, обнаружить вирусы. Именно поэтому я решил взяться за, как мне кажется, самый амбициозный проект, за который я брался в своей жизни, а именно рассказать тем, кто запишется на этот проект, интеллектуальную историю человечества. Возможно, это важнейший курс вообще для любого мыслящего человека, потому что есть такая теория, точнее не теория, а описание того, как человек проходит свою эволюцию, будучи эмбрионом. Была в свое время такая теория, она уже давно критикуется, но она очень хорошо описывает то, о чем я пытаюсь сказать. Это единство филогенеза и антогенеза. Что когда мы смотрим на эволюцию видов, мы видим, как постепенно выкристаллизовываются Homo sapiens. Но при этом внутри человека эмбрион проходит через различные стадии, как бы кратко повторяя все то, что прошло человечество как вид. Я здесь хотел бы не сколько углубиться в эту метафору, сколько попытаться показать значение мира идей. Каждый человек на самом деле в своем сознании проходит тот путь, который человечество прошло за предыдущие тысячелетия. Это в высшей степени амбициозная задача показать, как можно сформировать здоровый организм мысли, здоровый организм мировоззрения. Не только экономического, но и политического, культурного, если угодно, религиозного, философского. То есть дать непротиворечивую целостную картину мира. Даже более широкую, чем философия дает. Вот такая амбициозная задача ставится мной перед собой и перед участниками курса в рамках того проекта, который начинается в феврале. Я очень надеюсь, что люди заинтересуются этим, потому что нет, мне кажется, ничего важнее, чем разобраться в том, что питает наше сознание. Потому что это не что иное, как здоровая интеллектуальная пища. Здесь еще одна аналогия приходит мне на ум, что если действительно человеческий индивид и сознание развивается постепенно, то ведь чтобы организм развивался физически, его нужно правильно питать. Это и правильное питание, и принятие витаминов, и всего остального, здоровый образ жизни. И на самом деле это же касается и сознания. Если мы хотим достичь чего-то в эволюции с точки зрения нашего индивидуального сознания, мы должны питать себя здоровыми книгами, здоровыми идеями, концепциями. И мне кажется, что ключевая идея курса «История, интеллектуальная история человечества» как раз-таки дать людям ту здоровую интеллектуальную пищу, которая позволит им пройти этот внутренний этап эволюции, который человечество проходило на протяжении тысячелетий, и стать в известном отношении целостной личностью. В этот пример с эмбрионом и человечеством культурологи обычно добавляют еще локальные цивилизации. Говорят, что вот та-то цивилизация, православная, исламская или западная, тоже проходит примерно такой же цикл, называется фрактальность. Культурологии мы еще затронем сегодня. Для наших зрителей, которые отличаются некоторой левизной и напряглись, думают, что мы начнем с марксизма. Нет, конечно, я подчеркну важность. Мы будем копать очень глубоко и даже раньше философии. То есть мы философию будем вписывать в контекст идей. Кстати, по поводу марксизма. Лет 20 назад я начинал свой путь в мир финансов, идей с Роберта Кийосаки, с книги «Богатый папа, бедный папа». И в одном из свежих интервью, где он, в частности, высказывался про Трампа, он прямо называет богатого, бедного папу марксистом. И я никогда такого не слышал. И это крайне показательно. Он никогда такого не делал. Вот, поэтому, друзья, Кийосаки знает, что говорит. А богатого папу называет капиталистом. Если вы помните ту дихотомию, ту драматургию, которую он закладывал в книгу «Богатый бедный папа» и «Бедный папа», то вы понимаете разницу между марксизмом и капитализмом. Впрочем, копаем дальше. Ты упомянул историю, ты упомянул Мизеса, теорию истории. Ты знаешь, сейчас, конечно же, массовый интерес к истории понятен. Люди пытаются понять в истории, точнее, правильно сказать, в исторической мифологии, недостатков которой нету совершенно, понять причины происходящих событий, войн на планете. И когда я профессионально увлекся историей, то я исходил из концепции Мизеса, из теории истории, где история человечества является историей идей. Поэтому праксиология first, а понимание истории дальше. Но после того, как я открыл для себя культурологию в курсе «Экономика и право» нашем ближайшем завершенном, в конце 2024 года, то в этом моем гамбургере познания, в этом бутерброде на первом месте фундамент культурологии, потом праксиология, потом история идей, и потом уже история. А праксиология делится на экономическую теорию и право. И вот тогда у меня гамбургер замкнулся. Благодаря институту Хайека. Только так он сформировался. Я понял, что тогда в голове у меня все сошлось. И я понял, что большинство комментаторов политических событий, они совершенно не уделяют внимания вот этим нижним слоям. Они пытаются комментировать, по выражению Броделя,
пену на волнах истории. Их не интересуют ни волны, ни тектонические плиты, которые эти волны выражают. Я хочу спросить тебя, в какой степени то, что происходит в мире прямо сейчас, весь тот ужас, который мы видим в новостях, который просто возбуждает человечество, в том числе в интеллектуальном плане, пытаешься разобраться, почему это происходит, в какой степени это все связано с тем, какими идеями увлекалось человечество 100, 300, 500, 1000, 2 и даже 3 тысячи лет назад. И поэтому изучение истории, интеллектуальной истории идей помогает нам лучше понимать происходящее сейчас на наши глаза в каждой точке планеты. А ты знаешь, я вот как раз в рамках этого курса вряд ли буду давать комплименты социалистам и марксистам, но было одно высказывание, которое вполне подойдет. Нет ничего сильнее идеи, для которой пришло время. И марксисты многое сделали для того, чтобы в какой-то период времени идеи перераспределения, идеи коллективизма, идеи разрушения индивидуального выбора стали господствующими. И в этом смысле действительно даже более мощным оружием, чем ядерное оружие, чем самый развитый ВПК, является, конечно же, мир идей. Потому что нажимают на кнопки подобного рода все равно люди. И создается тот самый искусственный интеллект все равно людьми. А людьми движет замысел, людьми движут идеи. Именно поэтому я бы сказал, что сегодняшний кризис – это прежде всего кризис отсутствия понимания того, что происходит, и расплата за те вирусы, которые попали в сознание массы людей. Здесь комплексная проблема. С одной стороны, интеллектуалы, которые подтачивали основу западной цивилизации, ну и вообще мировой цивилизации, своими разрушительными идеями, своим неприятием капитализма и индивидуального выбора. А с другой стороны, это массы, для которых был характерен сон разума. Получается, сон разума породил чудовищ, и огромное количество людей были совершенно не готовы к тому, как они будут решать те или иные проблемы, которые создавало государство. То есть государство в лице политиков и чиновников создавало и создает образ врага. Этот образ врага очень важен для того, чтобы канализировать все подсознательные, все инстинктивные, все архаические элементы культуры, с тем, чтобы бороться не самим собой, своим невежеством, а проецировать свое невежество на соседей, на другие народы, на какие-то классы, на богатых. Короче говоря, на других. Иное оказывается чем-то, что должно быть уничтожено, подавлено и загнано в угол. И в этом смысле огромное значение состоит в том, чтобы вскрыть эти проблемы, вскрыть этот гнойник. Соответственно, бороться с подобного рода кризисом, интеллектуальным кризисом, следствием которого является мировой кризис, нужно на двух этих уровнях. Нужно, с одной стороны, противопоставить ведущему тренду интеллектуалов здравый смысл и корректную не только экономическую теорию, но и философию. Это то, чем мы будем заниматься в рамках курса интеллектуальной истории человечества. И кроме того, сделать все возможное для того, чтобы любой человек, у которого есть хотя бы капля здравого смысла, смог присоединиться к вот этой борьбе. Потому что на самом деле огромное значение имеет не только то, что думают об этом интеллектуалы, но и то, насколько этим способны увлечься простые люди. Вот у Айн Рэнд есть, как мне кажется, очень верный образ, который описывает текущий кризис. В своей книге For the New Intellectual она говорит о том, что в свое время, в раннее новое время, произошло разделение человеческого естества на две природы, как бы противоестественное разделение. Это появление интеллектуалов и людей дела. Есть люди, которые интересуются практикой, так называемой практики, и есть теоретики, которые витают, что называется, в облаках. Хотя на самом деле здоровый способ решения проблем состоит в том, говорит Айн Рэнд, чтобы появился тот тип людей, который будет характеризоваться практичностью, когда люди занимаются идеями, и способностью мыслить широко, когда люди занимаются бизнесом. То есть на самом деле такие два идеальных типа: предпринимателя, который интересуется идеями, и интеллектуал, который способен эти идеи конвертировать в предпринимательский продукт, это то, чего радикально не хватает современному миру. Произошло разделение. Появились интеллектуалы, которые обижены на тех, кто богат, завидуют им и находят спасение исключительно в иллюзии служения государству. И есть огромное количество так называемых практиков,
которые всегда начинают говорить, что они больше, что называется, выжимают лежа, у них больше на счету, и они знают, как от государства получить протекцию, поэтому их теория не интересует. Вот, получается, слепые практики и импотентные теоретики. Это расплата за дуализм, идущий корнями, конечно же, еще глубже в платоновскую философию, которая как раз характеризовалась тем, что противопоставлялся мир идей миру, в котором мы живем. На самом деле, в рамках этого курса мы всегда будем подчеркивать неразрывное единство идеи и человеческой деятельности. Мира вот этого идеального, если угодно, и мира, который мы непосредственно наблюдаем. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, я бы сказал, что нет ничего важнее для преодоления кризиса, как обрести вот это integrated man. Это явление, о котором говорила Айн Рэнд. Целостный человек, это не означает, что у него не может быть больших интересов к науке или больших интересов к предпринимательству, но он все равно целостная личность, потому что в себе он объединяет одновременно и разум, и чувственную составляющую, и практическую деятельность, и мышление. Противопоставлять практику и мышление настолько же глупо, как считать, что человек, так же как курица, может лишиться головы и продолжить бизнесом заниматься, не понимая, в каком мире он живет и что ему нужно делать. Если человек является чистым практиком, это означает, что он подобен курице, у которой отрубили голову. Таких, на самом деле, людей не существует. Каждый человек является стихийным теоретиком. Ну, либо хорошим, либо плохим. Беда состоит в том, что большинство так называемых практиков являются плохими теоретиками. Они мало что прочитали, мало что изучили, нахватались вирусных идей и потом начинают транслировать то, что они услышали, скажем, в телевизоре или у какого-нибудь YouTube-блогера. Они не обладают ни критическим мышлением, ни способностью сопоставлять различные идеи. Вот для того, чтобы освободиться от этих вирусов, нужно употреблять здоровую интеллектуальную пищу. Читать хорошие книги, слушать хорошие курсы и развивать себя, основываясь на своем разуме и на своем мышлении. Это одна из первоочередных задач. Это гигиена. Причем сейчас она как никогда важна. Важно, что ты подчеркиваешь вот эту вот дихотомию между интеллектуалами, которые являются проводниками идей философов, в массы. Массы, как известно, они, возможно, не обладают тем интеллектом, и ответственность интеллектуалов, которые эти идеи поняли, переварили, осознали, и вот так, как мы с тобой, а мы же к ним с тобой принадлежим, несут их в массы, это вот этот вот срединный слой, он очень важен, критически важен. Это тот вот средний класс идей, который между массами и сверхэлитой. Масса не понимает философов, но их могут разъяснить те журналисты, блогеры, люди, которые прочитали много книг, и вот их ответственность за несение ложных идей разрушительных или конструктивных, созидательных, интегративных, она как никогда высока. Если вы сейчас нас слушаете, такие интеллектуалы, то обратите особое внимание на курс Павла Усанова. Он вам очень хорошо зайдет, если вы несете ответственность за просвещение масс, как бы вы ни понимали это. Впервые, Паша, у тебя в названии курса фигурирует слово «культура». В нее входят и идеи, исходя из определения культуры как вне биологического пространства деятельности человечества. Идеи, конечно же, часть культуры. И мы знаем, что конкретная культура влияет на то, какие именно идеи из всего арсенала многообразия, всей витрины порожденных человечеством идей выбирают конкретные носители в конкретную эпоху. Вот как это описывает известный культуролог Игорь Яковенко. В конкуренции, пишет он, побеждает та конфигурация идей, которая в наибольшей степени соответствует качественным характеристикам культуры и сознания общества, то есть может быть воспринята, понята и принята им, и носит конструктивный, то есть социально ценный здесь и сейчас характер. При этом она должна быть адекватна задачам, которые диктуются этому обществу историческим императивом, то есть позволять отвечать на вызовы истории, обладать резервом развития. Идеи и движения, которые не отвечают этим требованиям, проигрывают в конкурентной борьбе и остаются на периферии общественной жизни, либо полностью снимаются в ходе общественного развития, и общество платит за это свою цену, часто предпочитая плохие или очень плохие идеи хорошим. Станет ли понятно участникам курса, как культура, вот этот первый слой моего гамбургера познания, влияет на идеи? Почему, к примеру, идея либерализма родилась на Западе, не в исламе, не в православной цивилизации, не в китайской, а вот восточно-христианская культура, к ареалу которой мы с тобой принадлежим, 1000 лет отвергает свободу. Почему революции на Западе оказались буржуазными, а в Российской империи в 1917 году, после слабенькой попытки буржуазной революции февраля
17 года страна свалилась в коммунистическую архаику. Победила другая революция, большевистская, которая апеллировали к народным дремучим массам, которая соответствовала их идеи отнять, поделить, идеи отрицания частной собственности, идеально ложились вот на эту вот архаическую массу народного населения, и тогда мы поэтому свалились в коммунизм. Будет ли это понятно из курса? Даже ты задал много очень вопросов, и было бы наивно предполагать, что я могу в рамках 2-3-минутного ответа на все это ответить. Лишь могу сказать, что обо всем этом мы будем говорить, и думаю, что мы получим убедительные ответы, но в рамках самого курса. Но несколько предваряя все эти дискуссии, все эти лекции, я бы хотел сказать вот что. Когда мы говорим о понятии культура и соотношении культуры и идей, нам очень важно определиться с первичностью и вторичностью этих явлений. Ну вот когда мы с тобой как проксиологи, как экономисты говорим о таких понятиях, как человеческая деятельность и, ну, например, рыночный процесс, мы понимаем, что рыночный процесс является результатом человеческой деятельности, но ни в коем случае не наоборот. Вот, собственно говоря, если мы говорили о том, что там, безработица влияет на инфляцию или общий уровень производства определяет выбор индивидов, мы были бы холистами. То есть мы бы шли по пути Маркса. И мне кажется, что определенная часть культурологов, они, не являясь марксистами, берут ту часть марксизма, которую сам Маркс очень считал важной для себя. Это гегелевский взгляд, говорящий о том, что целое определяет поведение части. И, собственно говоря, такая идея очень удобна, потому что она позволяет все объяснить. И хотя я согласен со многими наблюдениями и Яковенко, и Пилипенко, и, конечно же, Четвернина, про которого мы говорили на курсе «Экономика и право», мне все-таки кажется, что если мы, как австрийцы, корректно разберемся с миром культуры и миром идей, мы не будем жесткими детерминистами, говорящими о том, что культура предопределяет выбор тех или иных идей. Потому что на самом деле не существует никакой культуры как субъекта. Как не существует общества как субъекта. Мы с тобой, как экономисты, знаем, что всякий, кто говорит о том, что общество решает, общество думает, общество стремится, на самом деле совершает некорректное перенесение. Перенесение того, что характерно для индивида, на целое. И думаю, что если мы будем определять культуру как упорядоченную структуру идей, но она может быть упорядочена и по-другому, то мы поймем, что первичными кирпичиками любой культуры являются идеи. Это означает, что когда мы смотрим на какую-то культуру, там православную культуру, ну, ислам, буддизм, индуизм, атеизм, мы выясним, что все они на самом деле очень мозаичны. И первичными элементами любой культуры все равно являются идеи конкретных людей. Будь то это там, Магомед, Будда, Конфуций, Ленин или кто-то другой, все равно это конкретные люди, которые во взаимодействии с другими людьми либо писали тексты, либо читали проповеди, и это оказывало влияние на формирование доктрины. То есть, собственно говоря, все-таки первичные идеи – это некие кирпичики, из которых формируются культуры. Это означает, что вот формирование или определенная такая вот генетическая линия, что ли, эволюционная, идей может завести в тупик. И какая-то культура, которую мы называем, например, там, православной культурой или азиатской культурой, она может привести нас к тому или иному виду, скажем, рабства или несвободы. Но если мы посмотрим на этот вопрос более широко, мы выясним, что даже когда мы говорим о западной буржуазной культуре, она тоже всегда была неоднородна. В ней содержалось очень много элементов этатизма и социализма. Нечего говорить о том, что и Маркс, и Гегель были мыслителями Запада. Они противопоставляли себя Востоку. Что идея большого государства – это западная идея. Что Платон был, простите, не буддистом, а был представителем греческой цивилизации. И что Гераклит, главный разрушитель логики до ее создания, тоже был западным мыслителем. Что на самом деле битва идей внутри западной цивилизации, она тоже никогда не прекращалась. И предполагать, что западная цивилизация, во-первых, однородна, и все в ней прекрасно, а в других цивилизациях все однородно и все ужасно, было бы нелепым, как мне кажется, обобщением. И в этом смысле мы не случайно можем обратить внимание, вот недавно я читал курс, не читал не курс, а читал лекцию про Вьетнам и про Польшу. Это очень разные культуры, это очень разные страны. Но Рейнер Цительман, который написал книгу о том, как государство переходят к рынку, показал, что на самом деле одна культура конфуцианская, другая культура католическая могут быть совместимы с высоким экономическим ростом.
То есть нету какого-то предопределения, которое бы говорило о том, что та или иная культура не может модифицироваться. Действительно, культура определяет вектор развития, потому что это не что иное, как структурирование идей. Но если эта структура меняется, а мы знаем, что и на Западе менялась структура идей, и либерализм менялся, и социализм менялся. То есть это сложные структуры, которые меняются со временем. И навешивать ярлык на какую-то культуру как на неполноценную, а другую как на законченную, это в конце концов не понимать, что культура это всегда спонтанные порядки, как Хайек говорил. То есть вот рынок это на самом деле не какое-то законченное состояние, это процесс. И самые богатые развитые культуры, они являются синтезом многих вещей. Я вот последние несколько месяцев или даже лет очень подробно на своих публичных мероприятиях рассказываю о том, как формировалась Европа в 12-13 веках. И мы можем увидеть влияние и арабских мыслителей на возрождение, которое было в 13 веках, и Византии на иконы, которые и в целом на живопись, что было в период Возрождения. Мы можем увидеть в самой Европе элементы, тормозящие модернизацию. Собственно говоря, реформация, которая случилась в XVI веке, была попыткой вернуться к первоначальным идеям первых христиан. Собственно говоря, Лютер и Кальвин призывали к тому, чтобы отказаться от вот этой буржуазности, от материальности и жить, как жили первые христиане. Сжигать на кострах там ведьм и прочие вещи они вполне себе считали необходимым. Так что я бы не сказал, что какая-то культура, будь то там, православная культура или католическая культура, предопределена к тому, чтобы вести нас к рабству. Я думаю, что если на этот процесс смотреть с позиции Хайека, то здесь могут быть разные развилки, разные траектории. И в конце концов, когда мы говорим об истории, что такое история? Это процесс, на который мы смотрим как предприниматели, но только в прошлое обращенные. Помнишь это знаменитое высказывание Мизеса? Историк смотрит на прошлое так же, как предприниматель смотрит на будущее. Соответственно, мы можем повернуться как историки в будущее, и мы вынуждены будем смотреть на это как предприниматели. Предприниматели идей. Вот мы с тобой предприниматели идей. Мы говорим о том, что культуры могут модифицироваться. На самом деле, если бы ты был прав, и все было бы жестко предопределено типами культур, то чем мы с тобой занимаемся? Это как вот такие, получается, марксистские базисы надстройка. Есть некая культура, она туда идет, она не может измениться, а что здесь вообще тогда делать? Западная цивилизация, она все равно будет западной, восточная будет восточной, никакого соотношения другого быть не может, и просвещение это, собственно, тогда невозможно. Если мы действительно считаем, что одна культура не понимает другую, то просвещение бессмысленно и невозможно даже. Да, это спор глухого со слепым будет. Но мы все-таки знаем, что культуры меняются, они взаимодействуют, они подстраиваются друг под друга. На это влияет и диалог, и благосостояние, и торговля. Вообще-то говоря, нет ни одной богатой культуры, которая не была бы синкретичной. Вот возьмем Америку. Сколько там влияний? Это будет и протестантские элементы, это будет, конечно же, и католицизм. Тут будет тебе и Восток, который в последнее время оказывает сильное влияние, культурное влияние. Это будет, конечно же, и что-то идущее от Латинской Америки. То есть это будет и черная культура. Эти культуры перемешиваются. Языковые культуры, культуры, связанные с языком и литературой. Самые богатые и интересные литературы 20 века, они рождались в результате столкновений. Возьмем японскую литературу, которая в 20 веке выстрелила. А что это такое, как не попытка японцев создать свой литературный канон, как бы подражая или в развитие западных авторов. Это было очень важным после Второй мировой войны для японцев создавать что-то свое, но на базе другой культуры, другой цивилизации, если угодно. В этом смысле я бы не смотрел на этот процесс как на предопределенный. И на самом деле вот задача курса «Интеллектуальная история человечества» показать, что история не закончена. И мы, интеллектуалы, являемся предпринимателями будущего. То есть, вот в смысле Мизеса, да, то есть мы не историки, которые смотрят назад глазами предпринимателя, а мы историки, которые повернулись в будущее и пытаются понять, каким могло бы быть будущее. Но оно также продолжает быть неопределенным, потому что в основе лежит человеческая деятельность. Человек сам выбирает, какие идеи будут для него основополагающими. Конечно, здесь есть и инерция, конечно же, здесь есть внушение, но если бы только это было и не было бы выбора, любое просвещение было бы бессмысленно. Это чисто логически следует. Просто если все в мире предопределено и все предопределено культурой, то просвещение невозможно осуществить в мире. Все-таки я думаю, что в реальности это не так.
и мы можем повлиять на ход истории своими идеями. Прекрасно, что ты упомянул прилагательное синкретичное. Вот это понятие синкризиса центральное, ключевое для культурологии, которое очень многое что объясняет. И культурологи формулируют, что вся человеческая история – это есть, в общем-то, перманентный распад синкризиса. И те цивилизации, которые способствуют распаду, западные цивилизации, получили эти институты, которые получили. А те цивилизации, которые пытаются задержать распад или затормозить, или вернуться в точку начала антропогенеза, это я намекаю на нашу православную цивилизацию, ну, в общем-то, прямо идут против истории. И получаются эти конфликты, циклы, смуты и так далее, которые мы и наблюдаем. Не надо идти против истории. Пытайтесь понять, куда она пойдет. И мы будем пытаться предвидеть это на курсе, зная, какая была история идей до, и примерно понимая, куда оно все идет в разных частях мира. То есть мы берем, в общем-то, всю историю и всю географию. И учитывая, что речь идет про историю, все человечество идей, означает ли, что в курсе будут затронуты доосевая мифология человечества и основные мировые религии, которые, как известно, родились в первое осевое время по Ясперсу? Да, несомненно, если мы говорим о истории человечества с точки зрения истории идей, или когда мы рассматриваем интеллектуальную историю человечества, мы не можем выбросить в нашем анализе наиболее влиятельные книги. Соответственно, выдающиеся тексты и Пятикнижие Моисея, и Новый Завет, конечно же, Коран, буддийские тексты, индуистские тексты, они оказывали и продолжают оказывать огромное влияние на культуру. Это мир идей. То есть в этом смысле, когда мы говорим о примитивных верованиях, мы говорим о том, что идеи уже существуют у человека, как у символического животного. То есть когда человек не только охотится на бизона или мамонта, но и нарисовал мамонта на стене пещеры, то он уже создал символ, он создал вторую реальность. Как у Поппера говорится, есть два мира, в котором мы живем. Первый мир – это физический мир, который нас окружает, с которым мы вынуждены считаться. Второй – это мир символов, который мы сами создаем. И человек практически еще в древности стал создавать этот второй мир, который также для него важен и оказывает воздействие на его поведение. Если человек боится духов, если человек верит в то, что жертвоприношения способны принести дождь или засуху, наоборот, то он будет вести себя в соответствии со своей системой верований, в соответствии со своими символами. Так что мы не можем рассматривать интеллектуальную историю человечества, не погружаясь в первоначальный, если так можно выразиться, компот, да, или в некую хаотическую массу, из которой рождаются уже структурированные идеи. Вначале все довольно смутно, хаотично и довольно дико. Да, люди объясняют устройство реальности, исходя из такого мифологического, архаичного мышления, которым, как правило, занимались антропологи. Но мы, зная Мизеса, можем понять, что на самом деле уже тогда была человеческая деятельность, потому что хоть человек и не понимал устройство мира, и не понимал, почему идет дождь и молния, но он мыслил в категориях причины и следствия так же, как и мы. Может быть, через 2-3 тысячи лет наши далекие потомки, да, будут смотреть на нас и говорить о том, что наше знание было абсолютно примитивным, невежественным, и мы верили в то, что доказано уже давно не является правдой. И наверняка так оно и будет, если человечество, конечно, себя не уничтожит. И мы можем высокомерно говорить, что наше мышление радикально отличается от того, которое описывали антропологи, такие как Леви-Брюль. Но на самом деле принципиальный способ рассмотрения, связанный с законом причины и следствия, он обнаруживается в самых примитивных племенах, которые просуществовали до 20 века. И, следовательно, мы можем предположить, что такое же мышление было и в древние времена, когда мир исключительно был архаичным с современной точки зрения. Вот, поэтому мы будем начинать с самых азов, то есть с истории человечества, когда оно еще даже не способно было описать все. Мы будем говорить о различных цивилизациях, о Месопотамии, конечно же, мы будем говорить о египетской цивилизации. То есть мы нырнем даже глубже, чем то, с чего мы обычно начинаем. Вот Ротбард, например, начинает свою историю идей, историю экономической мысли с греков. И мы чаще всего это и делаем. Но греки уже народ, способный к структурированию мышления. Когда мы видим работу мысли по упорядочиванию. А очень интересно выяснить, как это происходит у людей, которые еще не открыли, не сформировали то, что мы называем логикой, то, что мы называем эпистемологией, этикой. И на самом деле мы поймем, что огромное количество людей, они находятся на том уровне интеллектуального мировоззрения, которое было до открытия
логики Аристотеля. То есть, да, часть людей благодаря открытию знает, что такое три закона формальной логики. Многие, кто занимаются физикой, знают, что такое закон Ома. Но огромное количество людей, даже несмотря на то, что они прослушали школьный курс, университетский курс, ничего об этом не знают. И в этом смысле их мышление продолжает быть примитивным. И при столкновении со сложными проблемами они обращаются к кувалде. Просто как примитивные такие вот пятикантропы. Простите за аналогию, которая, может быть, кому-то не понравится. Но действительно, если человек некомпетентен, если он не приложил определенного количества усилий для того, чтобы разобраться в мире идей, то он продолжает быть пятикантропом. И за его невежество расплачивается не только он сам, но и окружающие его люди. Вот такая вот базовая культура, базовый мир символов. И даже в этом случае мы не должны говорить о предопределении. Потому что если было предопределение, мы до сих пор бы так бы и жили все. И англичане же тоже были такими же, простите, пятикантропами, как и все остальные народы. Да, значит, дело не в том, из какого племени мы вышли, а в том, что происходило с нашими идеями, как они менялись во времени. Если это был процесс не предопределен для, условно говоря, англосаксонских народов и культур, то почему он должен быть предопределен для неанглосаксонских культур, не западных культур? Я не вижу этого предопределения. Честно говоря, считаю, что его и не существует. Соглашаясь с Мизусом о том, что будущее не предопределено, а зависит от человеческого выбора. Даже человек, который интеллектуально был не развит, может действительно отложить в сторону свои варварские взгляды и что-то переосмыслить. Пускай не он, но его дети, внуки это неизбежно делают. Потому что все мы, если мы будем отслеживать генетически своих предков, мы выясним, что у нас все предки плюс-минус были одинаково необразованными, мягко говоря. Вот. Поэтому придется все-таки смириться с тем, что культуры все возникли, исходя из вот такого гумуса, из грязи все, короче говоря, выросло, а не из каких-то космических высот. Пришельцев нет на нашей Земле. Все культуры развились на самой Земле. Друзья, если вы не поняли намек Павла, перефразирую. В ходе курса вы наверняка обнаружите, что большая часть общества, в котором вы живете, по-прежнему, возможно, находится в состоянии мифологического, архаического мышления. Именно этим и объясняется их непонимание базовой причины следственной взаимосвязи, которые вам, наверное, очевидны. И почему они хватаются за кувалду, а не за греческую философию. Например, эта ситуация такая в 21 веке сейчас. Да, так и есть. Ты уже упомянул вначале, что идеи делятся на два класса. Потусторонние и посюсторонние, можно их назвать. В западной философии, как известно, их олицетворяет Платон, мир идей, и Аристотель, мир реальных вещей. Во всех мировых религиях потусторонний мир сакрален, наличное бытие, как правило, профанно, как бы обустройство недостойно. Православие и ислам – это классика, просто представление этой идеи. Вот будет ли в курсе подчеркнута вот эта дихотомия потусторонности и посюсторонности и ее влияние на эмпирический мир? Ведь сложно не заметить ее влияние на экономическую историю человечества. Сложно сравнить, например, экономические результаты к текущему моменту мира иудейского, протестантского, католического, православного, конфуцианского, индуистского и буддистского. Да, замечательно, что ты поднял эту тему, и мне кажется, что одной из фишек, если так можно выразиться, нашего курса будет то, что, наконец, я надеюсь, наш друг, коллега, единомышленник Андрей Знаменский, известный нам всем прежде всего как историк и либертарианец, расскажет нам, наконец, про свою, что называется, профессиональную сферу, в которой он съел собаку, а именно про историю религии, потому что именно этими вопросами он занимался на протяжении многих десятилетий. И, конечно же, занимаясь интеллектуальной историей человечества, мы не можем игнорировать мировые религии и различные так называемые секты, религиозные движения, которые оказывали и продолжают оказывать воздействие на поведение людей, на ход истории. И здесь мы не можем как бы пройти мимо того, чтобы определить, что такое религия, что такое философия и что такое культура. Потому что даже те, кто в 21 веке специализируются на тех или иных религиях, например, есть множество научных трудов, посвященных истории буддизма, там постканоническая доктрина, Махаяна, Хинаяна, различные школы. Внутри ислама есть разные направления, есть конфуцианство. Если попытаться в одну комнату посадить всех специалистов по истории религии и заставить их дать определение, что такое религия, то выяснится, что это делать очень и очень сложно. Потому что даже если мы говорим о таком явлении, как потусторонний мир, ну вот есть конфуцианство, этика которого прежде всего ориентирована на материальную жизнь, что называется, здесь и сейчас.
Если мы говорим о наличии Бога, то в буддизме, как известно, отсутствует Бог-творец. И на самом деле, если мы возьмем все мировые религии и попытаемся к общему знаменателю их привести, то выяснится, что это будет довольно проблематично. Это первая проблема. Вторая проблема – это что все мировые религии, и буддизм, и конфуцианство, и христианство, и ислам развивались на базе того общества, в котором были конкретные проблемы. То есть, собственно, невозможно представить себе христианство без конкретного исторического контекста, в котором звучала проповедь Спасителя. Соответственно, любая религиозная доктрина, говорящая о спасении, или там, например, четыре благородные истины Будды, они ведь тоже завязаны на то, чтобы понять мир, в котором мы находимся. Ну, например, что в основе всего лежит страдание. Это ведь тезис, который претендует не на то, чтобы люди во что-то веровали. Где здесь тезис, связанный с загробной жизнью? Да, вот буддизм как некая доктрина содержит в себе четыре благородные истины. Одна из этих истин говорит о том, что жизнь – это страдание. Здесь нет ничего, что отсылало бы нас к потустороннему. Да? Дальше утверждается, что источником страданий является стремление к удовольствию. Есть путь избавления от страдания. И этот путь включает в себя 8 элементов. Правильное воззрение, правильная речь, правильное поведение и так далее. То есть мы можем сказать, что вот эти четыре благородные истины буддизма, они ведь тоже относятся к религии. Это ведь религия, буддизм. Но при этом, что здесь такого, что заставляет нас буддизм отнести к мировоззрению, которое говорит только о потустороннем? Можем говорить, что это мировоззрение неправильное, ошибочное, пессимистичное, но оно ведь касается не того, что будет за гробом, хотя есть и эти элементы, но как жить здесь и сейчас. Ведь и христианство, и ислам прежде всего формировало сообщество людей, которые получали ответ на вопрос, как им жить здесь, на земле, чему служить. Поэтому это тоже такое некоторое упрощение, когда мы рассматриваем религии как то, что ведет нас к потустороннему. Я бы сказал так, что это некоторые также структурированные идеи, то есть человеческое мышление, начиная с архаического, про который мы говорим, нуждается в том, чтобы упорядочить в своей голове мир. И древний человек, когда он видит все эти непонятные природные явления, когда он видит других человеческих существ, не обладая развитым мышлением, не обладая достаточным опытом, не обладая критичностью, пытается получить гештальт, целостную картинку на основе примитивных, что называется, источников информации. Вот полетел камень, вот он упал, вот здесь палкой постучали, пошел дождь. И человек, нуждаясь в формировании целостной картины, в причинно-следственных связях, хватается за самую простую картину мира. И из вот этих самых примитивных потребностей рождается культ гуру. Поэтому я бы сказал, что ключевая идея религии, например, в отличие от научного мировоззрения, это что человек нуждается в гуру, который бы либо объяснил, как ему жить, либо объяснил, ради чего жить. И самый простой способ гуру получить учеников – это рассказать о том, что есть мир потусторонний. Если вы будете меня слушать, я приведу вас в рай или обеспечу вас спасением. То есть в этом смысле религия – это некоторый набор идей, который обеспечивает людям некритическое получение гештальта, целостной картинки. И неудивительно, что этот процесс дальше характеризовался некой развилкой. То есть даже самые мудрые греческие мыслители, они признавали необходимость народной религии. Аристотель не боролся с религией греков. Он считал, что нам от отцов досталось это, пускай это будет. Он скептически к этому относится, не сильно в это верит, но и не считает, что с этим нужно бороться. Получается, что на каком-то этапе можно либо остановиться. Вот некоторые остановились, как ты очень хорошо писал, на примитивном мышлении, когда люди берутся за кувалду или за дубину и решают все проблемы таким образом. Это первый примитивный способ решения проблем. Другой способ – найти себе гуру. В принципе, можно сказать, что это более продвинутый уровень, потому что здесь все-таки нужно выбрать себе этого гуру, нужно выяснить, чего он учит, и нужно следовать его советам. То есть здесь нужна какая-то воля, какая-то дисциплина и формирование комьюнити. Это означает большую структурированность. Но у этой структурированности те же самые разрушительные элементы. Это слепая вера в этого гуру,
это готовность бороться с инакомыслием, так же, как древний примитивный человек видел в любом э, субъекте, который выглядит не так же, как член его племени, того, кого нужно уничтожить. Также и религия становится фактором разделения. И вот уже развилка следующая за религиозной стадией – это философская стадия, где человек прежде всего говорит, что я с помощью своего разума и мышления определяю те или иные идеи, которые считаю корректными и позволяющими мне выживать, а не служить гуру, учителю, наставнику или даже Господу Богу. Соответственно, вот эти три стадии – примитивное мышление, религиозное мышление и философское мышление – сменяют друг друга. Для большинства людей, все-таки для большинства наших и соотечественников, ну и вообще современников, я думаю, что первая и вторая стадия – это, что называется, то, на чем они застревают почти всю жизнь. Но это не предопределено, и выход из этого тоже существует. Но выход из этого все равно не может быть как бы не изнутри. Мы все, и ты, Женя, и я, Женя, все равно первично представители Homo sapiens. И нам, может быть, повезло, или мы приложили к этому усилия, чтобы пройти эти три стадии и достигнуть этой третьей стадии уже как бы рационального мировоззрения. Но это не означает, что мы не должны ценить, что называется, детство и юность, через которые каждый из нас проходит. Потому что нет жесткой границы между этими вещами. Даже в личной жизни мы продолжаем сохранять эти элементы. Ну, например, мы похороны отмечаем там, или свадьбы. С рациональной точки зрения вообще какая разница, человек умер и умер. Он уже не человек, он уже не живой. Но мы все-таки сохраняем какие-то традиции для того, чтобы наш человеческий род представлялся как что-то непрерывное. Да? Нам нужен некий элемент культуры, идущий из религиозного этапа, из этапа, если угодно, архаического. Но это уже просто скорее такой элемент обрамления. В целом наше мировоззрение оказывается стоящим на своих собственных ногах. Вот. И мне кажется, в этом отношении с религиями нужно разбираться всегда более детально и не вешать ярлыки. И в этом смысле, мне кажется, все-таки культурологи, замечательные люди, такие как Пилипенко и Яковенко, они слишком обобщают быстро, навешивая ярлык дуалистических или манихейских взглядов на то, что им не нравится. Я вот, например, последние несколько месяцев потратил, изучая историю манихейства. И ты знаешь, обнаружил, что вот называть ту или иную культуру манихейской, это, ну как бы сказать, называть неизвестное через то, что мы тоже не до конца поняли. Вот знаешь, какой интересный момент я обнаружил, читая одну из фундаментальных книг, посвященную истории манихейства, Хасроева. Есть такой автор из Петербурга, который написал труд про историю манихейства. Мы с тобой, как либертарианцы, должны заценить эту черту, которую автор просто выделяет. Когда он говорит о том, что манихейство было задавлено, мы знаем, что у них как раз был дуализм света и тьмы, и про манихейство мы знаем ровно то, что досталось нам от кого? От христианства. А почему христианство победило? А потому что государство стало на сторону христианства. Поэтому про манихейство мы знаем только с позиции, скажем, компартии христианской. А вот что на самом деле пишет Хасроев про историю манихейства. При таком определении манихейства проблема для меня заключается прежде всего в том, что буддизм, христианство и ислам стали и остаются по сей день действительно мировыми религиями, потому что за ними с ранних пор стояло и стоит государство и легальность. Именно этим манихейство, отвлекаясь от нескольких кратких эпизодов его истории, когда власть к нему благоволила, этого было очень немного, ему не удалось выжить. И в конечном счете ему была уготовлена судьба всех прочих еретических ответвлений христианства. То есть получается, что если мы посмотрим на историю манихейства с этой точки зрения, то выяснится, что в отличие от христианства, манихейство никогда не поддерживалось государством. Ну или практически никогда. Это, скажем, для нас это хорошая новость. Да? Может быть, они такими плохими людьми были, что государство их не любило. А вот то самое христианство, которое победило, то церковное христианство, оно ведь было как раз в альянсе с большим государством. Это уничтожило Римскую империю, это позволило в средние века уничтожать все ереси и инакомыслия, в частности, тех же самых манихеев. С кем боролся, в частности, Фома Аквинский? С манихеями, с дуалистами. То есть это стало таким бранным словом. Вот если бы, например, в 13 веке или в каком-нибудь третьем веке были либертарианцы, то христиане бы описали это так, что была секта либертарианцев, они учили тому, что не потребно каким-то совершенно диким непонятным вещам, но они все погибли, потому что их учение было глупо и бессмысленно. Вот. И мы бы все повторяли, что вот это вот такой либертарианский взгляд на вещи, не понимая ни сути, ни взглядов. Вот манихейский взгляд.
Он передается, собственно, противниками манихейства, которые победили. История манихейства – это фактически история, которую демонстрирует нам победитель, а именно христианская церковь. В то время как, возможно, историческое манихейство было куда более сложным явлением, чем предоставляет это победитель, еще и победивший в этой борьбе с привлечением государства как арбитра. Согласись, картина становится сложнее и интереснее, если мы становимся историками, а не гегельянскими теоретиками, которые культуру рассматривают как такие типологические сущности, которые как-то с друг другом взаимодействуют. Вот манихейство борется, вот тут христианство, вот тут свет, вот тут какой-то дуализм, они как-то вот так разрушаются, а здесь вот все хорошо идет. Если мы посмотрим, что стояло за христианством и за манихейством, все-таки получается, что за манихейством не стояло государство, а за христианством стояло. Пускай анкапы и либертарианцы сами решают, хорошая это новость или плохая. Я думаю, что культурологи впоследствии, когда будут вписывать либертарианство в картину мира, скажут, что либертарианцы это были те, кто видел идеалом полностью распавшийся, атомизированный синкризис, окончательно рационализированный везде, до индивидов, которые между собой взаимодействуют исключительно по праву рынку и без всякого синкризиса. И, наверное, это будет где-то верно. Проложив мостик к философии, которую ты сделал, мы знаем, что философия в осевое время родилась в разных частях света, и Греция, и Индия, и Китай. Но вот рациональный взгляд на мир, научный взгляд на мир – это, конечно же, прерогатива западной цивилизации только в новое время. Декарт, Бекон и так далее, все это знают, мы это изучали, любой историк науки это знает. Верно ли сказать, что рационалистический, логико-рационалистический взгляд на мир родился в западной цивилизации, западная цивилизация дала его миру, потому что там произошла культурная революция личности, как мы знаем, и самое непонятно, почему это произошло именно на Западе, а на Востоке, как мы знаем, этого не произошло. И Восток вынужден был в плане модернизации, догоняющей последние лет 200, заимствовать и науку, и технологии, и все продукты рационалистического западного мышления. Ну, Жень, для начала, конечно, не всегда Запад был на первом месте. Был очень длительный период, когда Запад был в упадке. Как раз-таки Восток чувствовал себя гораздо лучше. В частности, это было, наверное, с 5-6 веков нашей эры и примерно до 13-14 веков. Так что предполагать, что западная цивилизация всегда господствовала, это означает, ну, как бы не обращать внимания на факты, которые не вписываются в эту картину. Если мы более детально рассмотрим и западную цивилизацию и восточную цивилизацию, то мы увидим, что и там были элементы, связанные и с логикой, и, соответственно, с мифологией. Опять же, когда мы говорим про Аристотеля, мы почему-то забываем о том, кто был учителем Аристотеля. Платон. А что, платонизм не оказывал влияния на историю западного мира? Неоплатоники, мистицизм различного рода. Опять же, разные религиозные доктрины, которые ждали конца света и призывали к обобществлению всей собственности. Этого вполне хватало и в западном мире. При этом, если мы будем изучать историю китайской мысли, этим в частности занимался Ротбард, мы об этом говорили на одном из предыдущих курсов, он обнаруживал многие идеи анархокапитализма у древних китайских мыслителей, у даосов. То есть даосизм на самом деле можно рассматривать как некую предтечу идей невидимой руки рынка. Если мы возьмем трактат Лао Цзы, мы увидим, что в этом трактате содержится очень много высказываний, которые вполне бы были приемлемыми для либертарианца. А именно, что чем больше законов, тем больше бедности и нищеты в государстве. Чем меньше государство вмешивается, тем больше порядка. Или знаменитое высказывание Джуанзы о том, что мелкий воришка попадает в тюрьму, большой вор становится правителем государства. Это не только наблюдение, но и достаточно развитая философская система политическая. И хотя она долго не реализовывалась в Китае, и вряд ли мы можем говорить о том, что она даже реализуется сейчас, тем не менее на Западе тоже очень долго не было прогресса. И господствовали идеи скорее Платона. Если мы говорим о рационалистическом мышлении, да, создателем логики был Аристотель. Но что произошло после смерти Аристотеля? Его книги практически грызли крысы. Я в своей лекции про Аристотеля рассказывал о том, что фактически чудом его наследие было спасено. И Андроник Родоский в первом веке до нашей эры фактически позволил сохраниться его текстам, а так они могли погибнуть. И это происходило на Западе не один раз. Второй раз Аристотель мог погибнуть после крушения Рима.
В Индии же на самом деле достаточно рано возникла наука логики. И были логические трактаты, которые отличались от Аристотеля тем, что у Аристотеля был так называемый трехчленный силлогизм, а у индуистских мыслителей был пятичленный силлогизм. Но они также занимались вопросами эпистемологии, вопросами логики. Они делали это практически независимо от греческих мыслителей и разработали свою утонченную методологию. Так что если мы будем говорить про историю науки, историю культуры, даже историю логики, мы выясним, что все-таки мы не должны становиться как бы евроцентристами, которые предполагают, что все хорошее возникло в Европе, а все плохое за пределами Европы. Это будет вряд ли исторически корректный взгляд. Огромное количество вещей, важных для европейской цивилизации, так или иначе развивались очень часто за пределами ее. Много плохого европейская цивилизация давала в истории. Это тоже будет корректный взгляд. Вообще, когда мы говорим о культурах, надо всегда определяться, что когда мы говорим «Запад», мы имеем в виду идеальный образ Запада или мы описываем Запад, каким он был. Потому что, когда мы говорим «западная цивилизация», мы подразумеваем практически Царство Божие на земле. Или же мы говорим о том, что Запад – это понятие эмпирическое, а не идеал какой-то, да, это не математическая точка, которая не существует, а это вполне реальный объект, который мы не конструируем, а открываем. Но если мы его открываем в реальности, то мы вынуждены описывать его как сложное явление, составное, эволюционирующее. Следовательно, говорить о том, что все хорошо внутри западной цивилизации, ни на одном этапе было бы некорректно. Вот, я бы предлагал более атомистически мыслить, к чему всегда призывала австрийская экономическая школа. Меньше холизма, больше методологического индивидуализма. Мы не должны забывать, что нет никакой культуры. Есть люди, действуют люди. Они выбирают культуру. Они висит какое-то облако над территорией, и вот из этого облака летят идеи, и они заполняют головы людей. Нет такого детерминизма, который бы шел от культуры. Он идет от выбора конкретных людей, от их представлений о ценностях. А эти ценности могут меняться со временем, потому что они складываются все равно из элементов. Сейчас такой набор идей, он устоялся, но он может меняться на другой. Под внешним воздействием, под внутренним воздействием, еще под каким-то воздействием, не вполне понятным нам, как наблюдателям. Но это происходит. История действительно меняет динамику разных стран, разных регионов. И про многие страны мы не могли бы сказать, что они станут одними из самых богатых на основе предыдущего опыта. То же самое можно было сказать про Вьетнам, про который я недавно говорил, или про Японию. То есть есть огромное количество культур, которые развились и модифицировались. Вот в случае с Японией мы знаем, что это был результат экспансии западной цивилизации, а в случае с Вьетнамом это как раз-таки был результат противоположный. Вьетнам начал рыночные реформы не в результате того, что они проиграли в войне американцам, а американцы ушли в 1975 году из Вьетнама, а потом уже Вьетнам, попробовав социализм, в 1988 году стал идти по пути рыночных реформ, в результате которых подушевой ВВП в Вьетнаме вырос в 7 раз. То есть рынок был реализован вот в той стране, которая боролась с американским империализмом. Пытались навязать рынок, это не сработало. Когда же он простекает из внутренних потребностей, это приводит к результату. Где Вьетнам, а где западная цивилизация? Но тем не менее, видимо, возможно развитие и таким образом. Дальше мы можем говорить о вестернизации, о модернизации, они отличаются друг от друга, но действительно ли вестернизация произошла везде на Западе? Там тоже нету однородного элемента. Есть многие культуры, географически находящиеся на Западе, которые, скажем так, не прошли эту стадию. И какую культуру мы берем за образцовую? Например, английскую. Ну вот я, как автор книги, которую я сейчас пишу про английскую модернизацию, могу ответственно сказать, что культура англичан в 16-17 веках не блистала уважением к самопринадлежности. Это была культура, основанная, такая же протестантная, как и, в общем, почти что любая другая. И что творилось в 17 веке во времена революций различных, ну, в общем, можно легко понять из моих лекций, которые недавно читал. Про эпоху Тюдоров и говорить нечего. Это очень близко к восточному деспотизму. Итак, чтобы нас, отдельные зрители, не обвинили в преклонении перед Западом, как называлась статья Уголовного кодекса Советского Союза в середине 20 века, мы не идеализируем Запад отнюдь. Мы не делаем из него фетиша, мы стараемся объективно подходить с точки зрения этически нейтральной, что ли, рациональности и оценивая все и плохое, и хорошее. Поэтому и западники, и славянофилы, и либералы, и монархисты, и анархисты, и, прости господи, евразийцы, и
кто там еще, коммунисты, они все что-то ценное почерпнут. Поэтому welcome на курс, если чувствуете, ценность будет. Здесь нет никакой там антилиберальной или либеральной ориентации. Хотя, конечно же, базис австрийской экономической школы, это мы берем на себя, это будет нашим проксологическим фундаментом. И аксиома самопринадлежности, и аксиома деятельности, это тоже будет нашим подспудным фундаментом. Кто хочет подробнее, отсылаю к курсу Павла «Экономика и право». Мы уже намекнули, но спрошу тебя прямо, правильно ли я понимаю, что в курсе, исходя из названия, будут затронуты все основные цивилизации планеты, и западная, и незападная, то есть восточно-христианская, исламская, индийская, дальневосточная, китайская, японская, и их идеи, и показана их связь, их идей с их экономической историей. Да, Жень, собственно говоря, сверхзадача этого курса состоит в том, чтобы не только изучить западную цивилизацию, про которую мы, очевидно, знаем больше просто потому, что интеллектуально, вот мы лично с тобой, конечно же, научились от этой цивилизации больше, чем от остальных. Но это не означает, что остальные цивилизации не следует изучать или что они не оказывают влияния на ход истории. Конечно же, понять китайскую цивилизацию, понять ислам, понять, что происходит в Латинской Америке, соотношение между католицизмом, православием и протестантизмом. Все это мы будем рассматривать в рамках курса, поэтому задача будет в том числе состоять в том, чтобы выяснить, во-первых, что такое цивилизация, сколько их существует и какие могут быть стратегии взаимодействия их друг с другом. Потому что на сегодняшний момент есть как бы две такие противоположные концепции, которые, как мне кажется, обе неудовлетворительно отвечают на вопрос о том, что делать с различными цивилизациями. Это, с одной стороны, подход Фрэнсиса Фукуямы, который провозгласил в начале 90-х годов конец истории в своей знаменитой книге, где, в общем, цивилизации не будут бороться друг с другом, и все предопределены стать в какой-то момент либеральными демократиями, пускай Фукуяма делал некоторые оговорки, но, по сути дела, он перенимал марксистскую пятичленку, когда различные формации сменяют друг друга, тем, что в итоге будет не коммунизм, а будет либеральная демократия. То есть это линейный взгляд на историю, которая, ну, если не заканчивается в буквальном смысле слова, но вот какой-то прогресс политических институтов, он уже не может произойти, потому что мы достигли некого апогея. Всем понятно, что либеральная демократия будет править. Так считал Фукуяма и наивные его последователи в начале 90-х годов. И здесь был такой элемент прекраснодушия, который совершенно не позволяет нам понять тот глобальный кризис, с которым столкнулся и Запад, и весь мир в начале 21 века. Это расплата за такой вот наивный юношеский оптимизм, довольно слепой. Ну и не только оптимизм, но и, в общем, неадекватность, потому что уже в 90-е было понятно, что государство никуда не делось, и о господстве либеральной демократии не приходится говорить даже в начале 90-х годов, когда рушились советские и прочие режимы. Но и другой взгляд, взгляд Самуэля Хантингтона в книге «Столкновение цивилизаций» мне не кажется удовлетворительным. По той причине, что каждая сторона фактически как бы гиперболизирует проблему. То есть можно сказать так, что Фукуяма – это такой радикальный оптимист, который в своем оптимизме не считается с реальностью, а Хантингтон – это такой законченный пессимист, который, конечно, себя считает реалистом, как и любой такой вот пессимист, но он все-таки убежден, что цивилизации никуда деться не могут. Одна цивилизация действительно не поймет другую. И с некоторыми вещами можно согласиться, в том смысле, что цивилизации отличаются друг от друга, и нельзя представлять себе процесс линейным, но одновременно, если до конца довести логику Хантингтона, она заканчивается действительно убеждением в том, что мир радикально погряз во зле, и ничего изменить нельзя. Есть разные цивилизации, они как разные биологические виды будут друг друга жрать. Вот сегодня сожрал один другого, потом наоборот. Просто мы на стороне как бы западной цивилизации, а другие на своей стороне. Вот сегодня есть возможность откусить, условно говоря, лапу у другого хищника, а в следующий раз этот хищник откусит у вас хвост. И вот если мы будем мыслить таким образом столкновение цивилизаций, что между ними не может быть сотрудничества и взаимопонимания, не может быть, если угодно, конвергенции, как бы странно не звучало это слово в этом контексте, то если это действительно невозможно, то это будет борьба всех против всех. На самом деле Хантингтон показал вот эту гоббсовскую идею
на мировом уровне, что цивилизации не могут сотрудничать, не могут найти общий язык, даже торговля, даже финансы не являются институтом, обеспечивающим сотрудничество этих цивилизаций, а они обречены с друг другом воевать. Следовательно, просто на чьей стороне каждый должен встать в этой борьбе. Вот если действительно так мыслить, то нет места ни для какого просвещения и нет места ни для какого прогресса. Просто будет более вооруженный хищник, менее вооруженный хищник. Более как бы агрессивный, менее агрессивный. Но кто захватит, один монарх или другой, это по существу не меняет картину. Я бы сказал, что вот Дмитрий Травин, который написал книгу «Социология в игре престолов», когда он написал, как эти кланы друг друга вырезают в этом выдуманном, но при этом похожем на реальный мир средневековья сериале, то это очень похоже на мир Хантингтона, точнее на то, как можно смотреть на современный мир глазами Хантингтона. То есть, кто сильнее, тот и прав в результате. И просто западная цивилизация, раз уж она стала господствующей, должна вот править остальными. Предполагаю, что, опять же, все выдающиеся достижения связаны исключительно с ее заслугами, и каких-то косяков с ее стороны никогда не было. И уж если эти косяки были, то баланс-то всех этих плюсов все равно на стороне Запада. То есть, типа, ну я все равно лев, а вы все равно овцы. Думаю, что такой взгляд на различные культуры, он непродуктивен и будет приводить к еще большему конфликту. То есть, если радикально пессимистично смотреть на соотношение между цивилизациями, мы как вид Homo sapiens обречены. Мы просто друг друга уничтожим. Вот, я думаю, что это неизбежно будет происходить. Либо нам придется все-таки предположить, что между цивилизациями хоть и много отличий, но и должно быть нечто общее, позволяющее нам эти проблемы решать. Если мы считаем, что есть цивилизации, которые признают личность, и цивилизации ее не признают, тогда все, кто больше, у кого меч длиннее, тот и победит. Все, а что, какие еще аргументы могут быть? Дискуссия заканчивается. Начинаются, как Маркс говорил, нужно переходить от орудий критики к критике оружием. Да? А что тут спорить? Они не считают себя личностями, там, что называется, давайте все эти вопросы порешаем. Думаю, что если мы таким образом будем исходить, мы на самом деле будем теми самыми варварами, которым мы противопоставляем цивилизацию западную. Потому что мы тоже, в конце концов, апеллируем к тому, что не идеи наши лучше, а пушки наши сильнее. Я, конечно, сейчас не призываю к тому, чтобы разоружиться и стать пацифистами той или иной цивилизации. Но я все-таки предполагаю, раз мы считаем, что в основе истории лежат идеи, а не пушки, то побеждает более сильная идея. И если у человечества нет общих идей, то мы действительно друг друга истребим. Либо мы создадим какое-то тоталитарное общество, где оно будет полностью господствовать. Думаю, что это просто невозможно. Культурам придется взаимодействовать друг с другом, они смешивались друг с другом. Ислам влиял на иудаизм, христианство влияло на ислам и наоборот. Все эти культуры перемешивались и влияли друг на друга. От этого процесса никуда не деться. Планета у нас одна, и даже если мы улетим на другие планеты, все равно будут люди с разными разрезами глаз, с разным цветом кожи, и уж кому-кому, а либертарианцам вряд ли следует считать, что люди предопределены воевать друг с другом только потому, что у них разный разрез глаз. Конечно, мне скажут, что культура сводится не к разрезу глаз, а к отношению к самопринадлежности. Но если вы действительно считаете, что это так, тогда единственный аргумент – это пушки. Сейчас мне еще больше стал понятен масштаб твоего замысла. Он в некотором отношении цивилизаторский. Мы спасаем цивилизацию. Как бы это ни пафосно не звучало, но это так. Такова генеральная идея, может быть, не артикулируемая даже тобой, но сейчас я его вывожу на осознаваемый уровень. Таков замысел курса. Друзья, поэтому если вы обеспокоены вопросами сохранения цивилизации, то вам точно стоит обратить внимание вот к двум уже упомянутым тобой книгам, которые, безусловно, знает любой интеллектуал. Фукуяма, конечно, истории и столкновения цивилизации Хантингтона. Добавлю еще 3 известные книги. Это, конечно же, Вебер «Протестантская этика и дух капитализма». Это постижение истории Арнольда Тойнби и «Закат Европы» Шпенглера, который все упоминают абсолютно, говоря про цивилизацию. Вот для поклонников этих 5 книг, которые рассуждают об истории и судьбах мира, чем именно курс про интеллектуальную историю человечества будет полезен? Ведь они и так считают, что они все знают. Давай продадим им, почему им стоит обратить внимание и стать участниками Института Хайека. Ты знаешь, вот очень хорошо, что ты задал этот вопрос. Мне кажется, это даже еще более важная задача, чем то, о чем ты сейчас говорил, потому что
когда мы рассматривали с вами, когда мы рассматривали с тобой эволюцию мировоззрения от архаического через религиозное к философскому, мы как бы предполагали, что такие умные люди, умные, ну, можно и в кавычках, а можно и без кавычек, как Макс Вебер или Освальд Шпенглер, они, конечно же, не могли в своих трудах, будучи по-настоящему образованными европейцами, создавать некий мега-нарратив или мега-взгляд на историю, который фактически создавал бы миф. Мне же кажется, что и протестантская этика Вебера, и взгляд Шпенглера – это такой простой, броский, понятный и примитивный способ описать историю человечества. Да, очень просто все. Да, конечно, это некоторая вульгаризация Вебера, но несомненно, что Вебер к этому вел, что именно протестантские церкви, именно протестантская религия обеспечила цивилизацию капитализмом, что Запад стал богатым именно благодаря протестантам, не благодаря католикам, не благодаря исламу, а благодаря протестантам. В принципе, в этом идея, хотя как по-настоящему честный ученый, он говорит о том, что это некие наброски будущей картины, которая нуждается в дополнении. Тем не менее, выбор сейчас это некая икона. Его книга это один из способов смотреть на историю. Но мне кажется, это как раз-таки такой взгляд мясника, который отбрасывает в истории то, что не подходит под его картину. Если мы посмотрим на реальное поведение протестантских церквей и до промышленной революции, и после, если мы сравним их мировоззрение, тех самых Лютеров, Кальвинов и прочих протестантов с тем, что было характерно для схоластической мысли и для католической мысли, мы увидим, что на самом деле скорее католики были сторонниками разума и прав собственности, а также рынка, чем Лютер и его последователи. Так что я бы сказал, что и такой мега-нарратив Вебера, и мега-нарратив Освальда Шпенглера – это броский способ описать историю и выйти из чисто исторической канвы, которая нуждается в деталях, нюансировках. Как любит говорить профессор Знаменский, история – это 70 оттенков серого. То есть, если вы создали вполне однозначный образ конца истории, то вы объяснили как раз-таки людям все очень просто. Вы их вернули обратно в какой способ мышления? Гуру. Мы говорили о том, что первая стадия – это примитивная стадия, когда человек своим инстинктам или символам подчиняется. Вторая – это стадия гуру. И третья – это мышление. Так вот, получается, что западная цивилизация в конце 19-го, начале 20 веков, когда появлялись вот эти мега-нарративы, нуждалась в примитивизации взглядов на мир. Отчасти этому способствовал Маркс, хотя он написал сложный труд, который не все прочитали, но многие в него уверовали, не зная, что там содержится. Более того, они даже, видимо, не знали, что Маркс не закончил свой труд. У него, собственно, ничего нет про социализм. Но это многим и не важно. Они просто верят в Маркса. И в этом смысле такие броские картины, как картина Освальда Шпенглера «Закат», собственно говоря, «Гибель Европы», да, или протестантская этика Вебера, фактически удовлетворяют вот этот запрос на упрощение истории. Я бы сказал, что нам всегда нужно следовать принципу методологического индивидуализма, к которому призывал всегда профессор Знаменский. Надеюсь, он согласится с нашим посылом, с посылом нашего курса. И с протестантами все не так однозначно, и с католиками все не так однозначно, и с западной цивилизацией все не так однозначно. И это, конечно, не означает, что мы должны повторять риторику пропагандистов, которые любят использовать это клише. Но мы здесь говорим не о том, чтобы что-то затушевать, а о том, чтобы каждому элементу отдать свое место. Не обобщать без надобности. Вот, может быть, слушатели наши знают о принципе Акама или Окама, бритвы Акама, да? Не нужно порождать сущности без надобности. Если нет необходимости в придумывании термина, надо пользоваться теми терминами, которые есть. Это способ отсечения лишних слов. Бритва Акама. Я бы сказал, что такая же бритва нам нужна в случае с историей. Не надо обобщать без надобности. Если вы хотите создать простой, примитивный и, скорее всего, ошибочный нарратив, берите какую-то мегаконструкцию, типа конец истории, столкновение цивилизации, смерть Запада. Этот броский образ, он все объяснит. Но в действительности он создаст миф. Вы будете думать, что вы создали рациональную картину устройства Вселенной, но в действительности вы вернулись на стадию, где вы подчиняете себя гуру. Вот. И мне кажется, что это как раз одна из проблем 20 века. Люди
вместо того, чтобы идти с помощью своего собственного разума вперед и вверх, испугались, что боги в кавычках отвернулись от них, так как мир стал секулярным, секуляризированным, и только сам человек мог решать, что правильно, что неправильно. Испугавшись ответственности, они стали перекладывать эту ответственность на государство и на гуру, интеллектуальных гуру. В данном случае таких как Вебер, хотя Вебер гораздо интеллектуальнее и ценнее, чем Маркс, но тем не менее он сыграл свою роль, мне кажется, великого упростителя. Хотя к этому, конечно, скорее всего, не стремился. Интеллектуалы вообще становятся великими упростителями, если говорить о популярных интеллектуалах. Настоящие интеллектуалы не становятся массово популярными, о чем всегда говорил Хайек. Он говорил, что самая большая опасность для экономиста, я думаю, он мог бы сказать и про интеллектуала, это что он становится суперпопулярным. Потому что это означает, что он говорит уже не то, что правильно, а то, что хотят услышать. Настоящий интеллектуал должен исходить из того, что есть истина и есть ложь. И неважно, сколько человек считает, что дважды два стеаритовая свечка. Дважды два четыре, вне зависимости от того, сколько человек с этим согласны. Один, меньшинство, большинство или все государство. Ну, тоже означает, что в рамках курса мы будем работать в соответствии с гильотиной Юма в системе координат факт, истина факт, а не хорошо и плохо. Вот не в этической категории мы будем работать. Впрочем, про этику я тебя еще спрошу. Сейчас хочу задать вопрос про идею линейного прогресса человечества. Кажется, у Ротбарда она фигурирует под названием Whig Theory of History, Виговская теория истории, что каждый последующий период история только улучшается. Она обжилась в сознании современного человека, мы проецируем свой взгляд наверх через нее даже неосознанно. Эта идея западная, относительно молодая, нещадно критикуемая, особенно если посмотреть сейчас на состояние человечества, на войны, на откровенную деградацию интеллекта. Это точно не вяжется с общепринятыми представлениями о том, как должен выглядеть прогресс. Вот будет ли в курсе представлен объективный взгляд на эту самую идею прогресса? Может быть, она будет разрушена, ее несостоятельность признана, который обогатит картину мира как сторонников идеи прогресса, так и противников, критиков идеи прогресса, что никакого прогресса нет, и человечество, в общем, живет как живет. Да, я думаю, что мы опять же сталкиваемся с такими меганарративами, которые очень удобно людям использовать для того, чтобы получить очень простую картину мира. Есть прогресс, нету прогресса. Человечество идет в Царство Божие или идет в ад? Вот если я ответил на этот вопрос, дальше можно как бы не уточнять, не разбираться в деталях. В действительности это, что называется, путь людей, которые не ценят свой интеллект. Потому что интеллект – это всегда дифференциация, это всегда выделение различных элементов. Говорить о том, что идет ли человечество по пути прогресса, примерно так же разумно, как предполагать, что все, что творится в мире, является благом. И спорить с этим тезисом, противопоставляя ему тезис о том, что все, что творится в мире, зло, значит, было бы существенно упростить то, что реально нас окружает. Да? Мир неоднороден. Опять же, оттенков серого очень много. Поэтому есть периоды прогресса, есть периоды регресса, есть люди и идеи, которые способствуют прогрессу, есть люди, которые этому препятствуют. Никакой предопределенности к историческому прогрессу не существует. Сама идея прогресса скорее пагубная. Почему? Потому что под эту линию можно подтащить все, что происходит в окружающей действительности. Вот мы с тобой, как экономисты, хорошо представляем, чем современная фиатная система отличается от золотого стандарта. Но как только мы начинаем говорить о необходимости золотого стандарта, у подавляющего большинства экономистов и интеллектуалов отключается любой критический взгляд на сегодняшнюю систему, потому что это как раз мелиоризм. Или вера в то, что все, что сейчас происходит, оно лучше, чем было в прошлом. В XIX веке там были кареты. Вы хотите что, вернуть мир в эпоху, когда были кареты, поэтому, конечно же, золотой стандарт не нужен, а современная денежная система с центральным банком, она является наиболее прогрессивной. Вот такой взгляд мелиористический или прогрессивистский, я бы сказал, он на самом деле де-факто позволяет смешивать разные сущности, как те, что благотворные, так и те, что отрицательно действуют. Поэтому, раз мы разбиваем идею прогресса как некого монотонного и как бы это сказать, однозначного процесса, мы понимаем, что есть и одни элементы, и другие, и нету предопределенности, к чему мы в итоге придем. Если мы разбираемся с этими вещами на уровне поведения конкретных людей и конкретных идей, то мы не попадем в ловушку обобщений без надобности. Вот здесь мы также сталкиваемся с проблемой, нам не нужно обобщать без надобности. Зачем нам
людям конкретным или человечеству в целом знать, существует прогресс или нет, как таковой, абстрактный. Нас ведь интересуют вполне конкретные вещи. Что может привести к тому, что мы станем богаче? Что может привести к тому, что человечество себя уничтожит? Это конкретные вопросы, на которые есть ответы. А куда направлен ход мировой истории, не знает никто. Потому что этот ход истории складывается из поведения миллионов, миллиардов людей, не связанных друг с другом. И конечная точка не предопределена. Именно поэтому мы не должны обобщать без надобности. История не закончена. Мы продолжаем быть предпринимателями идей. Какие идеи победят, мы не знаем. Но мы можем бороться на стороне тех идей, которые отстаивают добро Вы и знаете, что истину. в рамках курса мы не будем продвигать какие-то идеологии. Я думаю, что наши зрители это уже осознали. Но вот известно, что капитализм, э, который оформился в Северной Европе, в Англии в 18-19 веке, он практически сразу вызвал два чувства. Совершенно это очевидно при изучающей историю. Это ненависть и зависть. Ненависть как среди самих европейских интеллектуалов, то есть внутри цивилизации, где он возник, так и в незападных цивилизациях. Ну и, конечно же, зависть его результатом, потому что рост материального благосостояния, тут книга Гельмута Шока «Зависть», по-моему, дает нам ответ на все вопросы. И немало интеллектуалов, к сожалению, предпочли эту ненависть и зависть рационализировать и сделали своей миссией, целью своей жизни, например, Карл Маркс, уже упомянутый, разрушение капитализма на идейно-рациональном уровне. И надо признать, к сожалению, что в целом у них это получилось. Капитализм, я считаю, погиб в пожаре Первой мировой войны, и мир сейчас поражен антикапиталистической ментальностью, как называется одна из книг Мизеса, тотальным этатизмом, социализмом, welfare state и всякими прочими этатистскими полурелигиозными, значит, идеологиями. Меня очень лично заинтересовали эти глубинные причины, психологические причины этой ненависти, потому что, на первый взгляд, она выглядит иррациональной. Как можно ненавидеть то, что делает тебя богаче, здоровее, сильнее? Ну, то, что создает тот быт, к которому мы привыкли, от которого не откажется никакой нормальный человек. Это как бы выглядит как сопротивление экономическому росту, сопротивление благосостояния. Здесь мне очень помогла теория культуры понять глубинные причины сопротивления. Вот этот антоцид, гностический антоцид бытия, отрицания всего. Впрочем, не будем сейчас уходить сюда. Вот станут ли в ходе курса понятные причины всемирной неприязни, ненависти к капитализму и ее культурные корни? Я думаю, что мы можем, конечно же, говорить о корнях антикапиталистической ментальности в XIX веке, исходя из зависти, исходя из того института, который рождался таким образом. Но все-таки надо понять, что даже когда мы говорим о XIX веке, это была борьба разных идеологий. Ну, в частности, когда мы говорим о капитализме, мы прежде всего связываем это с идеями либерализма. И Мизес говорил о том, что именно либеральные идеи породили промышленную революцию, именно они породили прогресс. Но вот удивительным образом, и в рамках курса мы будем разбирать этот труд, один из отцов английского консерватизма, Эдмунд Бёрк, написал размышления о революции во Франции, в которых очень негативно отзывается о книге Томаса Пейна «Здравый смысл». И в этом смысле борьба между либеральными и консервативными идеями даже внутри Запада была нелинейным процессом. В том смысле, что огромное количество интеллектуалов встали на путь борьбы с капитализмом не потому, что они считали себя консерваторами или сторонниками архаики, а как раз-таки они были заражены идеей прогресса. Раз мы перешли от стадии феодальной к капиталистической, то мы не должны считать, что на этом завершился ход истории. Мы должны двигаться дальше от капитализма к социализму. И многих интеллектуалов, да и массы, это завораживало. Вот это убеждение в том, что они движутся вместе с ходом истории. Надо отбросить всю эту мистику и веру в то, что есть какие-то законы истории, к которым можно присоединиться и на которых можно плыть, как на корабле по ветру. Поэтому, когда мы говорим о прогрессе, он часто совершается не теми людьми, которые ратуют за перемены, а очень часто это совершается теми, кто пытается сохранить институты, очень важные для нашего существования. Вот Хайека, например, многие называли консерватором. Он считал, что он не консерватор. Мы знаем, какое влияние консерваторы в Англии оказывали на экономическую историю. В частности, Маргарет Тэтчер была лидером именно консервативной партии. Мы знаем, что Виги, которые как раз-таки ассоциируются с либеральными идеями, были в высшей степени коррумпированными. А Тори были как раз-таки носителями, скорее, охранительной идеологии. Так что
само соотношение между этими вещами меняется и в XIX веке. Но если вернуться к твоему тезису относительно того, что капитализм закончился с Первой мировой войной, я бы опять же не стал обобщать без надобности. Потому что такое капитализм? Это добровольный обмен между людьми. Можно ли сказать, что 1914 года все сделки так или иначе находятся под контролем государства? Нет. Потому что даже в самых тоталитарных и плановых экономиках существовала и существует теневая экономика, существуют сейчас криптовалюты, которые де-факто не контролируются государством, как бы оно ни пыталось туда залезть. Так что мир – это реальная смесь между очень разнородными элементами. И мазать все одной краской, считать, что все кошки серые ночью, предполагать, что культура вся гомогенна, та или иная, мне кажется, это как раз забывать, что существует 50 оттенков или 70 оттенков серого. И если мы эти оттенки будем принимать во внимание, нам станет понятно, что и до 1914 года было множество элементов в крупных государствах этатизма. И что после 1914 года на самом деле капитализм никуда не исчез. Как бы ни пытались его ограничить и стреножить, на самом деле он продолжает обеспечивать экономический прогресс. Он обеспечил нас еще большим количеством благ, если бы ему не мешали. Так что, опять же, получается, что один из ключевых призывов и нашего курса, и сегодняшней нашей с тобой беседы – это не нужно обобщать без значимости. Почему мы занимаемся интеллектуальной историей человечества? Почему мы разбираемся в культурах и цивилизациях? Потому что мы не хотим одним словом или одним эпитетом все объяснить. Так любят делать пропагандисты. Исследователь всегда стремится видеть детали. Как говорил Набоков, чем гений отличается от посредственности? Гений везде видит одно и то же. Для него там, каждая чайка, которая мимо него пролетает, она одинакова. А чем гений отличается от обывателя? А тем, что он может увидеть в полете этой чайки повод для картины, которая будет частью мировой культуры и останется навсегда в веках. Для него каждая чайка или каждый исторический период или каждая идея является предметом рефлексии и глубокого изучения. Обобщать может, что называется, и дурак. Вот Шариков – это яркий пример человека, который, что называется, предлагает идеи космического масштаба и космической же глупости. Почему он это делает? Он, собственно, тоже ведь пользуется какой-то логикой и причинно-следственной связи, а он обобщает как раз-таки без оснований для этого. Мы не должны уподобляться профану Шарикову, а не забывать о словах профессора Преображенского, когда он не раз говорил о том, что в основе моих суждений здравый смысл и жизненная опытность. Соответственно, два элемента должны быть частью нашего корректного мировоззрения. Это здравый смысл и опыт, наблюдение. А историк – это всегда детали. Историк – это всегда тот, кто хочет изучить, чем отличаются одни взгляды от других, одна книга от другой. Для человека, который не умеет читать, все книги делятся на зеленые, красные и желтые. Для человека, который умеет читать, они отличаются по философским, по историческим, по другим параметрам. Это очень сложные для сопоставления объекты. А для человека, который примитивно мыслит, это повод ударить человека по голове. Книгой можно ударить по голове. Не так, правда, сильно, как молотком, но можно. Вот. Чем примитивнее человек, тем меньше он видит дифференциации. Итак, совершенно понятно, чем мы точно не будем заниматься в рамках курса, это пропагандой. Мы будем отстраненно изучать идеи. Не секрет, что нас с тобой, как сторонников австрийской школы и ценностно принадлежащих к либертарианскому лагерю, выражусь так, интересует происхождение, генезис, феномен института противопоставляемого традиционно рынку, институт государства, который, собственно, и отвечает за синкризис. И вот Мартин ван Кревельт, израильский историк, в книге «Расцвет, упадок государства» показывает, что идея государства, как стейт в западном понимании, она тоже имеет западноевропейское происхождение. Его надо рассматривать как феномен западной культуры. Там путем последственной по рационализации, секуляризации он выработался, там появилась политическая философия, как феномен. И западный мир порождал в этом контексте самые разные политические организации. И демократию, греческую империю, феодализм, абсолютизм, национальное демократическое государство, параллельно там шла модернизация, колониальные империи, экономический рост. А вот Восток, что удивительно, кроме идеократической, деспотической империи, то есть государство в вотчинном смысле, как владение правителя, ничего не порождал, только империя и все. Никакой политической философии там в западном понимании не было. Весь интеллект
направлялся на божественную легитимацию неограниченной власти правителя, для которого подданные и все, что территория охватывала, были только средством воплощения его идей. И вот когда эти империи распадались при столкновении с модернизированным Западом, что османская, что российская, что китайская, то они, как правило, порождали немодернизированные территории, которые для модернизации заражались другими идеями, коммунистическими, либо надевали на себя, не без помощи Запада, тот же самый институт национального демократического государства, например, наше постсоветское пространство после 1991 года. И к этим всем вещам, не проделываешь культурную революцию, такую, как на Западе проделало население было не приспособлено. И все в итоге заканчивалось бардаком, авторитарными диктатурами и войнами. Ну, типичный пример сейчас это вот наше постсоветское пространство. Классика просто. Вот сделают ли для себя в ходе курса какие-то открытия как сторонники государства, как института, так и его противники. Все, кто принадлежат к либеральному, либертарианскому, австрийскому когорте. Женя, твой вопрос очень важен, но, наверное, я бы хотел сохранить интригу, потому что мне кажется, что курс наш должен включать в себя те вещи, которые выносить можно на обсуждение только в процессе. Вообще, я заметил, что множество идей очень плодотворных и ценных рождались у меня в процессе чтения самого курса. И особенно это я почувствовал в рамках курса «Экономика и право», который оказался для меня в высшей степени продуктивным. Поэтому я бы не хотел забегать вперед и давать итоговые оценки, особенно касаясь такой важной темы, как интеллектуальное возникновение этатизма, интеллектуальное возникновение государства. Пока я не буду открывать все карты, просто в очередной раз призову подписываться на наш курс в Институте Хайека и принимать еженедельное участие. Вы получите, несомненно, и интеллектуальное удовольствие, и, надеюсь, вы получите удовлетворительный ответ на ваш вопрос. Но немножко все-таки раскрываю не сколько эту тему, сколько упомянутое тобой явление, я все-таки должен был бы напомнить, что, опять же, в рамках той самой западной цивилизации, которая отстаивала личность, существовали и монархические не только практики, но и идеи. Например, был не только Джон Лок, который ратовал о собственности, но и был его соотечественник, его интеллектуальный оппонент Роберт Филмер, который озаглавил свой трактат очень интересно о естественности неограниченной власти монарха и о противоестественности прав человека или прав общества. Так говорил английский мыслитель 17 века, да, и он был не менее популярен, чем Джон Лок. Да и, собственно говоря, Томас Гоббс ратовал вовсе не за анархию, а говорил о том, что мы должны подчиниться Левиафану, который включает в себя светскую власть и духовную власть, церковную власть. Так что и на Западе была идея централизма, идея этатизма. Я уж не говорю о том, что идея евгеники и расизма родилась вполне себе в рамках западной цивилизации. Так что списывать это со счетов тоже не приходится. Да, конечно же, огромное количество и изобретений, и технических новшеств, и культурные достижения, и политические перемены, экономические, все они связаны с историей западной цивилизации. Но отделять ее Великой Китайской стеной от всего мира и предполагать, что это некое было автохтонное движение, я бы не считал правильным. Потому что если мы посмотрим историю Запада, мы увидим, что он всегда развивался в некотором конфликте, но при этом в сотрудничестве с незападными цивилизациями. Крестовые походы, возникновение школы перипатетиков, споры схоластов с авероистами, интеллектуальное движение, связанное с Византией. То есть, на самом деле, взаимные споры, взаимное обогащение были всегда характерны для любой цивилизации, включая западную. Закрыться от внешнего влияния невозможно. Закрыться от влияния политического тоже невозможно. Поэтому мы должны понимать, что реальная история Запада – это история, включающая много элементов незападных цивилизаций, которые каким-то образом все-таки конвертировались в благо и для западной цивилизации, и для других. Вот этот процесс очень сложный и непростой. Мы попытаемся схватить в процессе изучения интеллектуальной истории человечества. Ты руководишь Центром исследований модернизации в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Модернизация – это предмет твоего научного интереса. У тебя есть книга «Американская модернизация», очень популярная. Станет ли в ходе курса понятно, почему 200 лет истории модернизации последней показывают, что идеи, рожденные на Западе, которые привели к его модернизации, мягко говоря, плохо приживаются
на Востоке. Частенько он откатывается обратно, как, например, фундаменталистская революция в Иране или наши просторы. И вот у Дипак Лала в книге «Непреднамеренные последствия» есть тезис о том, что возможна модернизация без вестернизации. Еще один термин, который я сегодня упомянул, означающий, что можно перенять технические достижения, но при этом остаться, не разрушить свою культуру заимствованием культурными с Запада. Станет ли понятно, почему есть такая проблема и возможно ли модернизация без вестернизации? Знаешь, Жень, прежде чем я отвечу на этот вопрос, я попытаюсь, мне пришла в голову такая шутка, хотя на самом деле это не шутка, а вполне себе, кажется, разумная идея. Сторонникам вот как раз такого высказывания можно было сказать, а может ли существовать вестернизация без модернизации? Ну, давайте я вспомню Франко в Испании или Адольфа Гитлера в Германии. Это вестернизация? Ну, в географическом смысле, да. Это какой-то движ на Западе. Модернизация ли это в смысле движения к лучшему состоянию дел? Я думаю, нет. То есть, на самом деле, это тоже в каком-то смысле такая игра в бисер, когда мы начинаем противопоставлять эти вещи. При этом мы не хотим вестернизацию понимать в географическом ключе, а мы хотим понимать ее как-то иначе. Это ведь тоже такая путаница в терминах. С одной стороны, мы говорим, что, конечно же, например, там, Париж – это часть западной цивилизации, но при этом мы не хотим говорить, что западная цивилизация – это некая география. То есть, если мы говорим Париж – это все-таки география, то западная цивилизация почему-то не география. Почему это не география? Наверное, мы все-таки как-то должны с географией это связывать. Но если мы попытаемся понять, действительно ли эти идеи никак не приживались, но ведь, опять же, в незападных странах, то есть не в европейских странах, очень часто были неплохие и модернизации, и вестернизации. Япония, чем не пример и модернизации технической, и перенятием западных институтов. Южная Корея, чем не вестернизация определенная, по крайней мере. То есть, на самом деле, примеры незападных обществ, которые не только модернизировались, но и переняли институты географического Запада, они встречаются. И на Западе встречается вестернизация без модернизации. Вот как бы получается так, что у вас может быть страна западная, куда-то она вот стремится как-то реализовать свой потенциал, но она не модернизируется, а наоборот идет по пути варварства. Такая вот вестернизация с варваризацией. Тоже возможно. На Западе был период, когда была разрушена цивилизация, и там была тоже такая вот, получается, Вестготы и так далее. Вот тоже вестернизация получается. Это что, вестернизация без модернизации? Возможно ли вестернизация без модернизации? Хороший вопрос для тех, кто любит противопоставлять эти вещи. Последние 200 лет, кроме модернизации, породили и всплеск антилиберальных, антииндивидуалистических, откровенно антиличностных идей, известных по названием «левые идеологии». Это и европейский марксизм, и советский китайский коммунизм, это европейский фашизм и нацизм, это американский прогрессизм, это исламский фундаментализм и нынешний евросоциализм, все формы татизма, западный welfare state, против которого сейчас, наверное, выступает Трамп. Они все враждуют между собой, ну, например, противостояние германского нацизма и советского коммунизма, известный факт. Но они все едины в своей ненависти к индивидуальной свободе и капитализму. У этого есть тоже свое культурологическое объяснение. Но станет ли понятен в ходе курса вот генезис этих левых антилиберальных идеологий, которые поразили просто человечество, особенно в 20 веке? Да, я думаю, что здесь придется сделать небольшое, что называется, забегание вперед. До начала еще курса. Отличительная особенность либерализма состоит в том, что он делает акцент на индивидуальном поведении, на индивидуальном выборе. То есть нельзя партиципировать себя к целому, от которого ты можешь говорить о том, что ты как либерал, как представитель большого комьюнити знаешь истину. А в случае с большими вот идеологиями, которые ты перечислил, это не только идеологии, но и культуры, в том смысле, о котором я говорил в начале сегодняшней нашей встречи, которые позволяют людям партиципироваться к этому целому и говорить, что я как христианин, или я как мусульманин, или я как немец, или я как русский, или я как православный. И дальше говорить уже исходя из того, что ты партиципировался к целому, и целое вещает через тебя. Поэтому, конечно же, когда какой-то человек начинает говорить о том, что стоп, 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 я говорю с Джоном или с Иваном или с Марией или с кем бы то ни было еще, я говорю с конкретными людьми, а не с какой-то абстрактной идеей, которая носится в воздухе. И в этом смысле все коллективисты объединяются в своей ненависти к индивидуальному выбору, к индивидуальному поведению. Потому что классический либерализм и либертарианство говорят о том, что существуют только отдельные индивиды.
и не существует вот этих общностей, у которых было бы э, единое представление о правильности или о целом, к которому можно было бы партиципироваться. То есть, иначе говоря, либерализм не мифологичен, не архаичен, не нуждается в гуру. Все остальные мировоззрения, они нуждаются в первой или второй стадии. То есть, иначе говоря, если человек застрял на стадии архаической или на стадии гуру, то он не понимает, как взаимодействовать с человеком, который его перерос. Мы можем понять только то, до чего мы доросли. Соответственно, если мы продолжаем мыслить в категориях гуру, такой человек попытается спросить, а кто твой гуру? Да, и, соответственно, мой гуру круче, потому что он горы может двигать, например. А твой может? Не может? Ну вот, значит, твой плохой гуру. Приходи в нашу религию. Вот примерно так мыслит человек на второй стадии развития, да, религиозный. Я в широком смысле говорю о религиозности. Поэтому думаю, что действительно все коллективистские, я уже даже вынужден использовать слово религии, ненавидят либерализм в классическом его понимании, в мизосовском понимании. Ну что же, это возможно означает, что если вы, кто нас смотрит сейчас, сторонник некоторой коллективистской идеологии, то присмотритесь к курсу. Возможно, вам тоже стоит там оказаться. Мы будем вам рады. И, по крайней мере, вы сможете увидеть, по крайней мере, другую сторону. Другая сторона представлена как раз индивидуалистическими идеями. Это идеи либерализма, либертарианства. И вот Хесус Уэрта де Сото, руку которому ты пожимал лет 14 или 15 назад, лично называет классический либерализм XIX века утопическим за его идеи минимального государства, который, в общем-то, проложил дорогу к этатизму, и мы видели это, как это происходило в течение XIX-XX века. А вот подлинно научным либерализмом он именует то, что мы обычно в кругу друзей называем анархокапитализмом, то есть стопроцентная рыночная анархия без государства. Станет ли понятно из курса, почему классический либерализм XIX века в XX веке проиграл? И как вообще курс упрочнит мировоззрение всех сторонников свободы, либералов, объективистов, сторонников австрийской школы, сторонников философии этической системы либертарианства, анархокапиталистов, всех сторонников свободы? Да, спасибо, Жень, за этот вопрос. Он очень важен, и мне не получится ответить сейчас на него исчерпывающе. Опять же, в рамках курса мы об этом будем говорить. Но, конечно же, либерализм классический не случайно потерпел фиаско, и даже сторонники его взглядов, такие как Мизес и Хайек, уже искали другой термин или другую начинку для этой идеологии. Стало понятно, что либерализм XIX века, он не защищает общество от расширяющегося государства. То есть, по сути дела, он не сохраняет свободу. Следовательно, нужно переосмыслить фундаментальные основы. Этим занимался Мизес, этим занимался Хайек, этим занималась Айн Рэнд. И одна из ключевых проблем классического либерализма состоит как раз-таки в том, что он был чисто утилитарным. И на определенном этапе государство с точки зрения такого утилитаризма оказывалось приемлемым инструментом для решения тех или иных задач. То есть получается, что открывают ворота для небольшого левиафана, не подразумевая, что запуская этого чужого, вы допускаете в свое общество существо, которое потом станет гигантом и пожрет вас. Что, собственно говоря, и произошло, как в знаменитых фильмах «Чужой». Поэтому я бы сказал, что утопия состоит в том, что вы можете с чужим примириться, и он вас не будет трогать, и вы его не будете трогать. Раз он проник на вашу территорию, он будет стремиться к тому, чтобы вас поглотить изнутри, использовать вас. Поэтому единственный способ – это последовательно отделить общество от государства, да, выкинуть в космос чужого. И это путь, который предлагает анархокапитализм. Я думаю, что в этом смысле он более последователен и, как ни странно, покажется многим людям, менее утопичен, чем жизнь в объятиях с чужим. Утопично думать, что чужой тебя не съест. Прекрасная метафора, прекрасная поэтика. Вот этически нейтральные теории, например, австрийская экономическая школа, идеологии, которые берут цену с одной идеи и провозглашают ее единственной, например, фашизм или коммунизм, философия как вообще интеллектуальный метод поиска истины. Вот все это может быть отнесено к идеям. И тут, как правило, в головах большая путаница. То есть эти вещи путаются. У меня они были долгое время спутаны в голове. Я благодаря только тебе их более-менее распутал. Потому что речь идет об абстракциях, а к абстрактному мышлению большинство, в общем-то, не приспособлено. И не учили, и нет таких потенций в головах. Вот смогут ли участники курса навести
порядок в своей голове и классифицировать идеи, по крайней мере, вот среди этих больших их классов, чтобы не путать идеологии с теориями и с философией. Да, да, с ключевых задач курса это как раз-таки навести порядок в голове каждого из участников этого курса, отделить, как я уже говорил, религиозное мышление, архаичное мышление от философского и научного. Всем этим элементам культуры выделить, что называется, свою ячейку или свою полку, которую мы будем заполнять важнейшими книгами. И, конечно же, когда мы будем говорить об идеологиях, как о систематически разработанных мировоззрениях, мы должны будем их классифицировать и, опять же, определить, чем отличаются левые идеологии от правых. До сих пор путаница в этих вещах существует. Что такое консерватизм и либерализм, чем они отличаются, как соотносятся объективизм и анархокапитализм. Вот каждому из этих явлений нужно выделить свое место и сопоставить их на некоторые линейки. Линейки отношения, например, к свободе, к разуму, к индивиду. И мы это будем делать в рамках курса «Интеллектуальная история человечества». Это может быть даже главная задача нашего курса, чтобы у людей было правильное представление о том, как нужно классифицировать явления в интеллектуальной истории человечества. Потому что там полнейшее нагромождение и хаос. Люди называют себя левыми, а при этом предлагают правые идеи или не понимают, что такое правое, а в конце концов ратуют за левое. И такая путаница между этими вещами, а еще и часто люди говорят, что и не надо вообще делить на правое и левое, и не нужно так четко классифицировать идеологии. Все это приводит к тому, что людьми очень легко манипулировать. Если у них нет в голове четкого представления о том, где север, где юг, где запад, где восток, где свобода, где рабство, где принуждение и где выбор, то такими людьми легко можно манипулировать. Соответственно, наш курс – это компас в мире идей. И с помощью этого компаса вы можете понять, в каком направлении двигаться, где Земля, которая в конце концов даст вам возможность выжить, и где хаос и разрушение, куда вам не нужно идти. Вам нужна карта, и вам нужно знать, что на этой карте находится, где находится то сокровище, которое вы можете добыть. Действительно, между порядком и хаосом точно удастся отличить идеи, которые точно ведут к разрушению, и идеи, которые ведут к упорядоченности и к экономическому росту. Вот Ростислав Капелюшников на недавней конференции «Капитализм и свобода» в полемике с Алексеем Шустовым сказал прекрасную фразу: «Экономический рост не неизбежен, как кажется многим, он желателен». И из истории мы знаем, что дефолтное состояние человечества – это нищета, бедность на уровне простого воспроизводства. И за последние 300 лет мы получили беспрецедентный экономический рост, и то, что мы это получили, является скорее аномалией, на мой взгляд, почему книга Адама Смита называется «Исследование о причинах и причине богатства народов». Да, то есть это до самого названия подчеркивает, что это некоторая аномалия, некоторое удивительное явление, потому что все вокруг бедные, бедные были и были, а тут бах, и богатство. Надо бы понять, почему так. И это случилось на Западе благодаря культурной революции личности. Это могло не случиться на Западе вполне. Это совершенно не гарантировано, и рост может прекратиться. И если западная цивилизация будет разрушена, как это уже однажды получилось там же, после распада Римской империи. Вот что почерпнут для себя из курса те, кто полагает, что экономический рост – это данность, это прогресс, так и должно быть, это будет продолжаться всегда. Ну а значит, раз богатство дано, то можно увлекаться идеями перераспределения и роста общественного блага через выбор правильной формы политической организации общества, государства, которое будет правильным налогообложением, оптимальным налогообложением и прочим всем этим вот этатистским бредом перераспределять правильно богатство. То есть вот эти все ребята, которые отвергают австрийскую школу и подменяют ее мейнстримными экономическими теориями, кейнсианство, марксизм, монетаризм, которые так или иначе оправдывают интервенционизм. Здесь, мне кажется, подойдет аналогия с автомобилем. Человек, вот как раз-таки субъект, наделенный архаическим мышлением, если он видит, что эта карета самодвижущаяся едет, то из нее можно все вытащить, включая двигатель, и она продолжит ехать дальше. То есть, если люди убеждены, что уровень благосостояния, как зубные щетки, как автомобили, как самолеты, будет производиться даже при отсутствии людей, которые это изобретают, которые это внедряют, которые на свой страх и риск вкладывают капитал свой собственный и других людей для того, чтобы это осуществить, вот если они думают, что можно все это изъять, и порожняком оно все дальше будет самотеком идти, как в знаменитом произведении Андрея Платонова, да, убили всех собственников, всех хозяев, и
сидят на скамеечке и ждут прихода коммунизма, когда и пироги сами будут и производиться, и все, что нужно людям, также будет самотеком появляться. На самом деле, это такой, опять же, мифологический взгляд на общество. Общество устроено не так. Оно состоит из конкретных людей, из предпринимателей, из инвесторов, из потребителей. И предполагать, что комбинация между этими людьми всегда будет одной и той же, если вы из этой комбинации вытащите разум и свободу, это означает предполагать, что если вы карету лишите лошади, она поедет дальше также вперед. Или если вы из автомобиля вытащите двигатель, он также будет ехать вперед. На самом деле он очень быстро остановится. И вы лишитесь не только автомобиля, но и вообще говоря будущего. Потому что дальнейшее движение, оно все равно связано с двигателем, который порождает прогресс. Поэтому не зря Айн Рэнд проводила аналогию в романе «Атлант расправил плечи» между предпринимателем и двигателем. То есть фактически предприниматели и ученые – это те люди, которые создают прогресс. Если вы вытащите из этого общества интеллектуальную свободу и экономическую свободу, вы убьете курицу, несущую золотые яйца. Вы вытащите из вашего автомобиля двигатель, а потом вы будете удивляться, почему вы оказались в состоянии дикости, варварства и нищеты. Поэтому никто не гарантирует продолжение экономического роста, никто не гарантирует продолжение доходов, которые в будущем человек надеется получить, а все является результатом целенаправленной человеческой деятельности, основанной на идеях. То есть не сам автомобиль едет, не сам двигатель толкает, а идеи людей, которые позволяют этим автомобилям быть произведенными и обеспеченными достаточным количеством топлива. Без человеческого разума и двигатель не будет работать, и автомобиля не будет. Если вы пытаетесь уничтожить человеческий разум и при этом получить плоды этого разума, вы желаете невозможного. Вы можете игнорировать разум, как говорила Айн Рэнд, но вы не можете игнорировать последствия вашего игнорирования. Вам придется столкнуться с разрухой и нищетой. Продолжая упомянутую тобой Айн Рэнд, в ее системе классификации философии в центре стоит этика, объединяющая метафизику, эпистемологию, политику и эстетику. И вот что касается этики, философии морали, то тут выбор идей буквально на любой вкус. И то, что нормативной этики не существует, что ценности в конечном счете произвольные, ниоткуда не следует, что ценность жизни больше ценности смерти, и мы знаем, как это в религиях обыгрывается, и претензия на абсолютные ценности, императивы моральные, кантовские и так далее. В общем, беда и любую идеологию, и любые самые античеловеческие режимы в истории и ГУЛАГ, и войны при желании можно философски обосновать, так что не подкопаешься, что и делалось неоднократно лучшими интеллектуалами планеты. Вспомним союз Хайдеггера и его обоснование симпатии его к нацизму. Вот чем будет полезен курс для задающихся морально-этическими вопросами? Ну, начнем с того, какой пример ты сам привел. Ведь Хайдеггер и Гитлер расплатились за свое сотрудничество. Да, Хайдеггеру повезло больше. Он лишь на время был отодвинут со статуса гуру, потом его снова стали поднимать на щит. Но про Гитлера и говорить не приходится. То есть, иначе говоря, гигантское количество людей расплатились за то, что они были приверженцами подобного рода идеологии и определенной концепции. Так что выбор идей – это не просто запись в какой-то трудовой книжке или в блокноте. На самом деле это принципиальный момент в жизни человека. Это определяет его судьбу. Поэтому, когда люди порождают вирусные идеологии и рассчитывают, что эти вирусы их не коснутся, они подобны людям, которые бросают бумеранг и думают, что он не ударит их, когда они будут стоять на том же самом месте. Поэтому действительно те, кто запишутся на наш курс, смогут понять связь между выбором идей и тем, куда идет как конкретный человек, так и общество в целом. Я думаю, это принципиально важный момент для любого существа, стремящегося к выживанию. Это выбор между различными, как ты сказал, философиями. Это выглядит лишь так, что можно любую самую зверскую политику оправдать философски. На самом деле, если внутри философской системы существует противоречие,
то это уже не философская система, а фейк ее. Иначе говоря, то, что выдает себя за философию, существует во множестве видов. Фейков или лжи много может быть, а правда только одна. И в этом смысле, когда мы говорим о различных философских концепциях, мы говорим о разных видах лжи. Ложь национал-социализма, ложь коллективизма, ложь коммунизма – это все различные типы лжи. И мы не должны при этом говорить, что разные философские системы по-разному трактуют истину. Нет, вот это ложные философские системы, потому что они содержат в себе противоречия. И есть та философская система, которая создана Айн Рэнд, объективизм, которая характеризуется непротиворечивостью и своих принципов, и своих выводов, и того, к чему приводится человек и общество, если следует этим принципам разума. Я поэтому и говорю, что разумная философия, правильная философия может быть только одна. Не может быть так, что был бы одновременно прав и Платон, и Аристотель. Из двух противоположных высказываний одно обязательно является истинным, а другое ложным. Это законы логики. Неважно, что думают люди об этом. Они могут либо правильно думать, либо ошибаться. Но истинная философия может быть только одна. Более половины студентов Института Хайека на данный момент – это выходцы с пространства восточноевропейской равнины, той самой части Евразии, которую мы все отлично понимаем. И вот, наблюдая за событиями, которые здесь происходят, наш многострадальный восточно-христианский ареал, я задался вопросом, на сколько лет, на 500, на 1000, на 800, может быть, на 2500 мы отстали от западно-христианской цивилизации, потому что 4 катастрофы за 1000 лет. И Киевская Русь, и смута после Московии, и 17-й год, и распад Советского Союза. И вот, похоже, сейчас мы переживаем 5-ю смуту. Здесь намешалось всего по версии того же Игоря Яковенко. Мы только вышли из Средневековья в декабре 91 года. Не имеем собственного цивилизационного качества, а имеем некоторые ситуативные политические образования, которые имитируют, надели на себя одежды национального демократического государства без проделывания той культурно-ментальной эволюции в Европе, которая как минимум 800 лет последних там у них занята. И в итоге результат крупнейший после 1945 года военный конфликт, в который втянуты все 3 национальные славянские государства, и косвенно участвуют и Запад, и Китай, ислам, и даже Индия присоседилась. То есть 5-я катастрофа мне лично налицо. Вот станет ли понятно в ходе курса, что не так на культурно-идейном уровне с нашим многострадальным, богонеспасаемым восточно-христианским постсоветским ареалом? Это большой вопрос, потому что мы находимся в данном случае не в качестве наблюдателей, а в качестве участников этого процесса, и этот процесс не закончился. Поэтому обещать людям, что мы поймем процесс, в котором мы участвуем, и сможем понять события, которые еще не произошли, по всей видимости, было бы некорректно, и я бы тогда имел фамилию не Усанов, а Нострадамус. И тогда бы я вам сказал, что у меня есть в кармане будущее нашего мира. Этого будущего у меня нет, но корни текущих проблем, я думаю, вы сможете понять, исходя из того, что за всеми событиями лежат идеи, как идеи, приводящие к добру, так и идеи, приводящие к злу. И думаю, что идеи, приводящие к злу, вы сможете лучше понять, как они формируются, как они эволюционируют, как они становятся вирусными, и что с этим делать для того, чтобы остановить распространение лжи. Вот, об этом мы, несомненно, будем говорить, но давать окончательный вердикт может только, видимо, Творец. Если бы мы были богами и могли бы смотреть на историю человечества как греческие боги хотя бы, то, наверное, мы могли бы сказать, что правильно и неправильно делается сейчас. Но мы не греческие боги, которые со стороны наблюдают. Причем греческие боги тоже участвовали в сражениях людей, так что они тоже не были отстраненными наблюдателями. Мы же еще меньше можем себе это позволить, поэтому, как бы там ни было, мы должны понять, не к чему это ведет, а к чему это может привести. И, выбирая эти различные развилки, делать все возможное, чтобы была выбрана та развилка, которая в наибольшей степени соответствует сохранению истины, добра и справедливости, а главное – разума. Хотел бы пошутить, что, несмотря на упомянутые вопросы добра и зла, которых мы неизбежно будем касаться, это не значит, что мы будем заниматься практическим манихейством в рамках курса и вставать на сторону добра, как известно, как стоят манихеи, потому что всегда у них противник зло. Это, конечно, была шутка. Но вот аксиома самопринадлежности, из которой следует принцип неагрессии запрета агрессии против неагрессора, право собственности на тело, собственность на продукты труда,
владение оружием и вообще вот ликвидацию этого синкретического государства как института, отрицающего non-aggression principle, где человек в этом институте принадлежит должному, от имени которого действуют его агенты власти, вот эта вот властесобственническая протестарная культура. Вот это же тоже все идеи, которые мы знаем, возникли на Западе в 17 веке. Лок, пожалуйста, его вспоминаем. Мы знаем, какие перипетии эта идея прошла на самом Западе. Да, она легла в основу американской цивилизации, которая сейчас в кризисе, ей 250 лет всего. В общем и целом она, конечно же, отрицается. Про Европу мы не говорим, про наши просторы тем паче. Тут нам противостоит где-то культура. Вот будет ли развернута эта идея в курсе, или здесь лучше сразу отослать к великолепному материалу, к твоей либертарной теории экономики и права в рамках курса 24 года «Экономика и право»? Ты знаешь, действительно, мне кажется, что хотя наш курс всеобъемлющ, интеллектуальной истории человечества, он родился не на пустом месте. Ему предшествовало два, как минимум, предыдущих важных курса. Это курс «История западной цивилизации» и курс «Экономика и право». Поэтому, если вы запишетесь на новый курс «Интеллектуальная история человечества», то вы по дефолту получите доступ к предыдущим материалам, если вы запишетесь на соответствующий пакет. Так что очень вам рекомендую не откладывать на будущее запись на этот курс, делать запись уже сейчас, с тем, чтобы, если вы еще не имели такую возможность, прослушать курс «История западной цивилизации, экономика и право». Там все эти вопросы подробно рассматриваются, а апгрейд этих тем – это прерогатива уже нового курса. Сейчас нет возможности последовательно ответить на все эти вопросы. В последние годы ты просто фонтанируешь научными открытиями, например, открытие того, что связь промышленной эволюции в Англии с тем, что она проиграла войну за независимость США. У тебя есть прекрасная лекция на это. Вот ждут ли участников курса какие-то интересные, яркие инсайты, твои собственные открытия на стыке истории идей и экономической истории человечества, которые ты сделал в ходе подготовки материала и с которыми ты еще нигде, ни с кем, никогда публично не делился и поделишься только с участниками курса? Есть, но было бы странно ждать от меня, что я сейчас об этом всем расскажу. Лишь могу сказать, что пока варится в голове этот котел, эти идеи не предопределены конкретной форме. То есть само представление курса, например, «Экономика и право», целостное и завершенное, у меня сформировалось в тот момент, когда я закончил читать этот курс. И хотя у меня было представление о тех 10 лекциях, которые я прочитаю, но в каком-то смысле мы, как сказал на одной из лекций Эдуард Курганский, мы находимся на территории неразведанного еще. Мы открываем новое. Несомненно, участников нашего курса ждут эти по-настоящему интеллектуальные открытия, но даже я сейчас, начиная этот спонтанный процесс интеллектуального творчества, не могу с точностью сказать, в какие формы он выльется. Но более чем убежден, что те, кто присоединятся к нему, станут частью очень мощного движения или такого генератора новых идей. Во всяком случае, так это работало на предыдущих курсах. И чем дальше мы идем в этом процессе, тем более смелыми и интересными оказываются наши идей. Слушай, это потрясающая интрига, я даже ее не ожидал. Оказывается, что ты, вступая на этот корабль курса как капитан, нанимая команду сподвижников, отправляясь в это кругосветное магелланское плавание, сам не знаешь, к каким новым материкам мы приплывем и какие открытия мы сделаем. Это поразительно. Это я правильно понял эту мысль? Ну, ты правильно провел аналогию с первооткрывателем. Как первооткрыватель может знать, что он откроет? Несомненно, у него есть план. Несомненно, он представляет, есть там Америка или нет. Я представляю, что она там есть, и некоторые свидетельства говорят об этом, но мы совершаем действительно такой прорыв в область неизвестного и делаем его совместно. Так что, мне кажется, это в любом случае захватывающее мероприятие, даже если вы не цените вот конкретные рассмотрения тех или иных исторических явлений, связанных с религией, философией или со всеми остальными вещами. Потому что сам этот процесс, захватывающий интеллектуального творчества, он еще, конечно же, несомненно связан с предпринимательской алертностью. Как и человек может доплыть до Америки и так и не узнать, что он открыл новый континент. Это вполне возможно. Или человек может открыть этот континент, несмотря на то, что все, кто его окружали, в это не верили. И, может быть, он сам до последнего сомневался, что он сможет найти эту новую землю. Несомненно, у меня есть представление в голове о новых идеях, но думаю, что лучше всего они будут сформулированы именно в рамках самого курса. Идеи, они должны, как кристалл в маточном растворе, формироваться постепенно. И
интеллектуальное творчество является лучшей базой для этого процесса, для формирования новых идей. Так что присоединяйтесь к лаборатории, где открывают новые продуктивные идеи. Прекрасная метафора про лабораторию. Мы действительно занимаемся в полном смысле интеллектуальным предпринимательством. И если вам знакомы термины в предпринимательстве state of the art или cutting edge, то, что понимает любой стартапер, это вот ровно то, чем мы занимаемся, исследуя этот фронтир только в идейной области. Ничего подобного никто не делает. Это исследовательская лаборатория, только которая доступна вам. И здесь у меня возникает, пожалуй, два орг-вопроса в финале, потому что мы охватили весь материал, все интриги посеяны. Welcome, записывайтесь, описание в курсе пишите Павлу на e-mail, запрашивайте условия участия. У тебя есть новая опция. Закрытый клуб. Это максимально даже по отношению к пакету «Резидент», которым я пользовался. Что в ней будет больше того, что уже имели участники до этого в пакете «Резидент»? Это как раз связано с твоим предыдущим вопросом и с тем, как рождаются в маточном растворе идеи. Дело в том, что параллельно с чтением этого курса я пишу книгу, вот в частности книгу про английскую модернизацию, хотя не только ее. И идеи некоторые мне бы хотелось обкатывать на совсем узком круге, что называется, слушателей, делясь с ними текстами, делясь новыми главами книг, которые другим людям будут недоступны. То есть вы действительно становитесь частью процесса, частью, я бы сказал, таких в кавычках командных высот Института Хайека, потому что у вас есть возможность, держа руку на пульсе, получать из первых рук то, что прямо вот сейчас испекается. То есть, проще говоря, вы получаете самый свежий пирог, первым его получаете, и имеете возможность его вкусить еще раньше, чем остальные узнают о его существовании. Мы ежемесячно будем проводить встречи этого закрытого клуба. Это будет параллельно с курсом, который будут слушать все остальные. И на этих закрытых встречах мы будем разбирать книжные новинки. Я буду давать задания про чтение книг, которые, как мне кажется, и будут ничем иным, как фронтиром. Вот, например, очень важно, мне кажется, в рамках этого курса обсудить новый перевод книги Шумпетера про империализм и вообще разобраться в том, как Шумпетер относится к австрийской экономической школе. Это будет, с одной стороны, связано с курсом интеллектуальной истории человечества, с другой стороны, это некий advanced, да, то есть это некий продвинутый уровень для тех, кто хочет действительно быть, что называется, на переднем крае и вместе заниматься освоением Запада. Да, вот действительно это похоже на фронтир, только не географический, а интеллектуальный. Кроме того, так как задача Института Хайека состоит в том, чтобы распространять знания, мне бы хотелось, чтобы те, кто захотят это в рамках закрытого клуба, становились своего рода теми, кто будет советовать, подсказывать или выражать идеи, связанные с тем, как Институт Хайека мог бы улучшить свою деятельность. То есть становится своего рода советом директоров или собранием акционеров. Естественно, эта опция не означает никакого обременения, а означает опцию возможности. Если у человека есть желание предложить некий проект, некую идею, некую технологию, некий новый курс или новую книгу для обсуждения. В общем, короче говоря, новый шаг, который мы могли бы вместе сделать, то это можно будет делать внутри на мероприятиях, связанных с закрытым клубом Института Хайека. Так что, если вы запишетесь на этот проект, вы окажетесь в центре вулкана, генерирующего новые идеи. Надеюсь, вам этот процесс понравится. Вот так бы я описал, почему я придумал еще одну опцию для тех, кто хочет участвовать в проекте Институт Хайека. Финальный вопрос. Учитывая масштаб материала, который планируется охватить на курсе, есть ли у тебя какие-то специфические требования к возрасту, образованию, мировоззрению и роду деятельности новых участников курса, которые захотят присоединиться, чтобы их время и твое время равноправного интеллектуального обмена было потрачено не зря? Ну, для начала я хочу сказать, что у нас уже на данный момент прочитано 8 курсов лекций, и преимущество для новых слушателей, новых участников состоит в том, что даже если они не подготовлены в конкретный момент времени к тому, чтобы сейчас получить всю информацию, у них будет возможность ознакомиться с предыдущими курсами и, что называется, в процессе нагонять вот это отставание. Если вы записываетесь на новый курс и чувствуете, что вам чего-то не хватает, вы совершенно можете не стесняться спрашивать и говорить об этом на семинарах в Zoom, и ваш покорный слуга, и я думаю, Жень, ты тоже отошлешь к курсам, которые мы проходили в прошлом, книгам. Вам все это будет предоставлено. Это огромный материал, который можно изучать месяцами, годами.
может быть, даже всю жизнь. Так что я думаю, что какого-то барьера не готов устанавливать. То есть любой человек, у которого есть интерес ко всему тому, о чем мы говорим, к миру идей, а как мне представляется, к этому миру должен испытывать интерес любой человек, который способен к мышлению. Да? Соответственно, если у вас есть этот интерес, то вы можете записаться на этот курс. И если вам даже покажется, что вы чего-то не понимаете и в чем-то не разбираетесь, у нас никогда нет снобистского такого взгляда, что мы не работаем для тех, кто не прочитал Мизеса. Мы, наоборот, работаем со всеми с тем, чтобы они прочитали Мизеса, даже если они этого не сделали. Наша задача не сколько кого-то в грязь втоптать и показать, что он ничего не знает, сколько поделиться знанием. Мне всегда нравилось познавать и делиться познанием. И если вам близко это намерение, то если вы присоединитесь, на каком бы уровне интеллектуальном вы не были, вам будет это, я убежден, и интересно, и полезно. Это будет в любом случае вдохновляющий опыт. Это я вам обещаю. Так что решите для себя, интересен ли вам мир идей, история идей, религия, философия, культура, искусство. Я не знаю человека, который обладал бы интеллектом и этими вещами не интересовался. И вне зависимости от того, какой ваш стартовый уровень, если у вас есть намерение двигаться вперед и вверх, вы пришли по адресу. Завершая наше в высшей степени плодотворное интервью сегодня, есть ли что-то важное, что мы еще не сказали вверху и что нужно сейчас заявить в конце для наших зрителей? Ну, я думаю, что под этим видео в описании вы можете узнать всю информацию, подписаться на YouTube-канал мой, на твой YouTube-канал. Под видео будет вся необходимая информация. Мне кажется, главное или главное резюме, что ли, всего того, о чем мы с тобой, Женя, говорили, состоит в том, что если мы хотим спасти цивилизацию современную от краха и от гибели, это такая сверхзадача, получается, не только нашего курса, а может быть вообще сверхзадача по-настоящему тех интеллектуалов, которые стоят на стороне сохранения этой цивилизации. Состоит в том, чтобы найти инструменты, которые позволили бы понять, из каких первых элементов или кирпичиков состоят в том числе те цивилизации, которые друг с другом борются и воюют. Только пересборка этих элементов позволит нам сохранить цивилизацию. Если же мы будем считать, что одна должна уничтожить другую, скорее всего, мы не имеем будущего. Именно поэтому нам принципиально важно стоять на определенного рода принципах и идеях. И 9-й курс лекций «Интеллектуальная история человечества» является на данном этапе, как мне кажется, неким апогеем или вершиной. Это Джомолунгма. Так высоко мы еще не забирались. И надеюсь, что с этого уровня, с этой высоты нам откроются еще большие перспективы. Здесь говорят о свободе, и мы будем продолжать отстаивать ее принципы, несмотря ни на что. Присоединяйтесь к проекту Института Хайека. Несколько лет назад я понял, что для того, чтобы лучше понимать происходящее здесь и сейчас и не быть манипулируемым разного рода манипуляторами, блогерами, комментаторами и так далее, крайне необходимо исследователю мыслить в парадигме всей человеческой истории, а не только в масштабе последних 200 лет и всей географии. Вот проводя аналогию с кругосветным путешествием всей планеты, всей человеческой истории, только так можно понять, что происходит здесь сейчас на фронтире. Для этого нужен корабль, полноценный капитан, который знает, куда плывет, но не знает, какие открытия будут совершены, и команда единомышленников, которые отправляются в интеллектуальное путешествие в закрытом клубе и достигают тех вершин, глубин, далей, до которых никто никогда не доплывал. Как вы понимаете, я сейчас описал метафорически то, что и будет происходить. Корабль – это наш с вами закрытый клуб, Институт Хайека, он называется так. Закрытый клуб – это мы, его команда, которая отправляется 17 февраля в это путешествие. Капитан Павел Усанов, он знает, куда плывет, но не может гарантировать, что мы не приплывем в такие дали, в которые никто никогда не заплывал. По крайней мере, другой команды в онлайне сейчас у вас точно нет. Это мы можем гарантировать. Условия записи и описания в описании к видео. Пишите Павлу на e-mail, узнавайте условия описания и присоединяйтесь к закрытому клубу, который в течение 2025 года будет точно действовать. Мы с Павлом уже там. Присоединяйтесь, если вы хотите быть части этой интеллектуальной команды и совершать те открытия на фронтире интеллекта, которые до вас никто не совершает, ничего подобного нигде вы не услышите, ни в каких комментариях и так далее, ни в каких книгах не прочитаете. А может быть, прочитаете, но узнаете, какие книги читать. Это будет в высшей степени интереснейшее плавание, результаты которого к концу 2025 года вы не знаете, какие будут. Я не знаю, я предвкушаю это путешествие. Павел Усанов, директор Института Хайека, я Евгений Романенко, известный по программе с Дмитрием Потапенко. Мы, Институт Хайека, отправляемся в
Путешествие по интеллектуальной истории человечества, культура и идеи, которые правят миром. Присоединяйтесь. Поехали.